Привет, с наступающим вас Новой Годой. У меня тут собачка ко мне зашла. Я не знаю, будет ли она гавкать. Ты планируешь гавкать, Бетти? Бетя? Бетя? Да, привет, Тушоночка, очень рада тебя видеть. Я сегодня без шумодава. Так что, если вы будете слышать посторонние звуки, то тут, знаете, типа, из двух зол я выбираю меньше. Либо меня не будет слышно вообще, либо будет слышно все. Так что слушайте все. Как там цокает моя собака своими коготками и все такое. Так что сегодня как-то так. Я просто вообще не умею настраивать микрофоны, я не понимаю вообще принципа всего этого действия. Как и что мне делать? Ха-ха-ха! Merry Glitter, boys and girls! Сейчас, у меня собака, походу, уйти решила, услышала, как я разговариваю. Сейчас я дверку закрою. Опа! Ань, ты еще тут. Она еще тут. Она еще тут. Ой, сестра тут моя. Привет! Просто у меня собака черная, черного цвета, а я свет еще выключила, потому что, ну, чтобы, знаете, такой антураж хоррора, вся ерунда. И я подумала, что она уже ушла, она где-то в угол забилась, меня не было видно вообще. Короче, как-то так. Как у вас дела? Готовитесь к Новому году? Я вообще, если честно, в шоке, что ой, еще чуть-чуть, сколько? Еще 4 дня? Еще 4 дня, и все. И гудбай 2025 год. Или какой там, 4025, я забыла. Короче, будем надеяться, что следующий год принесет очень много прикольных вещей, в особенности мой дебют. Если что, 31 декабря я тоже планирую стримить. Так что запасайтесь. Не знаю, терпением, чем вообще можно запастись, готовить к моему стриму. Так что готовьтесь, готовьтесь. У меня вообще ничего не наряжено дома, у меня все наряжено какими-то ишными картиночками. Я не знаю, моя мама накупила всякие новогодние картиночки, они ишные. Мне это вообще не нравится. Я говорю, мама, это и она такая, да не может быть, это и я говорю, мама, тут у медведя 6 лап. Вернее, 6 пальцев на лапе. Она говорит, это мутант. Ну, ладно. Тесси, привет, ты рано начала, я работа. Привет, работа, а я Тесса. Ну, блин, очень жалко, что ты работаешь все еще. Вали с этой работы. Мой стрим в разы важнее. Ну да, люди набрали 7 реакций на моем посте, так что я начала на... да, на 7 минут раньше. Что-то я тупанула. Кстати, ничего не лагает, все нормально, потому что мне Twitch пишет, типа, у тебя битрейт говно, у тебя все нестабильно, я не знаю, кому верить. Фу, работа, реально, ты что, типа, работаешь? Типа, ты зарабатываешь деньги? Ты типа, взрослый, ответственный человек. Йоу. Береза. Реально. Ребята, когда я скажу береза, пишите береза. Сейчас проверим, насколько сильно остается стрим. Верь нам, все нормально, все хорошо. Я вам, конечно, верю, ё-моё, что бы мне вам не верить. Если, кстати, продолжать про всякие ишные шняги, у меня мама, короче, накупила ковер в туалет с этими, как их, гейские цветные голуби, как. С павлинами. С павлинами, короче. И, блин, это прям ишная шняга, там у павлина одного нога превращается в ветку и все такое. Мама тоже опять гуси, лебеди, да. Мама опять говорит, типа, нет, это все нормально, это не ИИ, это просто мутанты. Ну, что ж, ладно, в принципе, дом не мой. Чё мне указывать маме, как его украшать, как его наряжать? Типа, по факту, знаете, перед лицом закона я бездомная. Сейчас такой, знаете, будет инсайт. Я по факту бездомная. Я просто, скажем так, пользуюсь добротой своих родителей. Я просто нотариально отдала свою долю квартиры, короче, своим родителям. Я не знаю, мне родители уверили, типа, что это для того, чтобы когда я брала эту самую ипотеку, мне какие-то скидоны давали там и прочую какую-то ерунду из-за того, что я типа, реально бездомная. А может, они мне просто так решили вышвырнуть из дома, а я им поверила, дура. Я не знаю. Ой. А может, у лопастик упруги? А? Я, кстати, гейский цветной голубь. Ну все, тебя, если что, сожрут хищники. Ведь самцов делают яркими для того, чтобы он привлекал самок. И чтобы, если что, хищники нападали на ярких ублюдышей. А мать в это время сбежала. Будешь стримить с улицы? Блин, да, в скором времени, походу. Возможно, меня реально выгонят. Ой, маленький мой, ты выйти хочешь? Сейчас я собаку выпущу. А вы пока что слушаете эту музыку. Я-то эту музыку, я клянусь, вы, скорее всего, меня слышите? Да, я вижу, что микрофон отвечает, вы меня слышите.
Ой, я эту музыку, которая сейчас на фоне играет, я ее даже не минут, я ее час слушала, у меня уже от нее башка болит, так что вы теперь следующие. Так что вы теперь следующие, кто будете страдать. Хорошо, самки устроились. Ну а что уж тут поделаешь, если самки, ну скажем так, более ценные. Да? Ну так-то по факту, типа по большей мере в животном мире патриархат. Ой, наоборот! Матриархат! Матриархат, наоборот. Это мы какие-то, блин, особенные люди. Решили такие, типа, не, мужчина правит миром. А какого хрена? Мальчики, давайте так. Давайте вы со мной сейчас согласитесь. Матриархат нам нужен. Нам нужен матриархат. Пишите «да» в чат, чтобы был матриархат. Не напишите, я вас убью. Птенцы правят миром, смотря какого пола птенцы. Мы на это тоже, знаешь, делаем ставочку. Самый главный мужчина еще не правит миром. Ну, блин. А вы как думаете, кстати, Бог это мужчина или женщина? И потому что на этом канале уже матриархат. Да, вы слушаете женщину. Вы можете что-то написать, я могу это проигнорить. Так что считайте, я тут глава. Тут правит вагина. Не, кстати, я на этот счет с мамой разговаривала, помню, какое-то время назад. Типа, что патриархат по своей сути в этой... Ну, вообще не работает, если честно. И мы с мамой решили, что, типа, да, матриархат — это круто. Матриархат — это то, что надо. Потому что в матриархате будут, короче... будут уважать и ценить не только женщин, но и детей в том числе. А значит, что, скорее всего, ну, даже не скорее всего, а возможно, точно, не было бы войн, потому что каждая женщина, ну, осознает, насколько она любит своего ребенка и ни за что бы не отправила его на кровавую бойню. Ну, типа, как-то так. Возможно, не так сейчас формулировала мыслю, извините, пожалуйста, я просто отвлекаюсь на 1000 вещей сейчас подряд. Вот, но... Как-то так. Ну ладно, прибережем, если что, все вот эти вот мои феминистические разговоры на 8 марта. Я не знаю, делать ли мне такой типа подкаст на 8 марта или в жопу. Об этом еще есть время подумать, ну просто фиг знает. С одной стороны, я считаю, что те вещи, которые я говорю, ну типа они имеют право на существование, да? А с другой стороны, блин, я так не люблю спорить на какую... Делать жопу. Делать жопу. Я просто не особо люблю спорить на какие-то темы, что-то доказывать, скажем так. То есть мне на это моральных сил не хватает. Типа, ты верь в все, что ты хочешь, во что ты хочешь верить, мне вообще насрать, пока это не вредит никому. Но просто знаешь, что я считаю, что ты еблан, типа. Как-то так. То есть мне вообще впадло спорить. И я не хочу вот во время всяких таких вот стримов выслушивать, типа, а вообще-то вот это, а вот это вот вообще-то, еще вот это. Я думаю, да пошел ты в жопу, это не имеет сейчас значения, что ты говоришь. Ну, что-то вот такое, знаете. Мне из-за этого довольно тяжело. Возможно, я просто слеталалка, там все такое. Я просто не люблю спорить. Я прав, а ты нет. На этом стриме я всегда права. Такие у нас правила. А ты лев. Да, ты лев. Я, кстати, вспомнила. Если что, не переживайте, скоро пойдем играть в игрушки. Ты не я, да. Да. Я вот что вспомнила, что я хотела с вами обсудить. Знаете, что мне с утра настроение испортило? Я буквально только глаза продрала. Открываю глазенки, получается, залезаю в телефон. Моя подружка скидывает, короче, трейлер Смешариков. Типа новый фильм Смешариков. Вы бы знали, как у меня к хренам испортилось настроение. Давайте так, я даже озаботилась. Я скачала этот трейлер. Я сейчас вам его покажу. И буду ругаться очень громко. Ура! Ура! Это даже не спойлер, эта хрень выйдет 6 августа, типа. Сейчас я вам покажу. Где она тут? Ага, вот она. Если что, сейчас тут. Вот. Я вообще, если что, заранее говорю, не против рисовки. Сейчас вы поймете, в чем проблемс. Ёжика не видели? Нет, не видели. Ну, будем искать. Сейчас найдете какое-то ублюдство. Так.
Смешарики сквозь вселенные. Крош, это ты? Ну, елки-иголки. А кто еще-то? То есть вы хотите мне сказать... Заткнись. Вы хотите мне сказать, что они из смешариков сделали лайф-экшен? Они решили из смешариков, сука, сделать лайф-экшен? Это что за хрень? Это что за ерунда? Причем я первый раз смотрела трейлер без звука. Я хотя бы надеялась, что этих детей переозвучат актеры. Потом я послушала, нормально посмотрела этот трейлер со звуком, и дети говорят своими голосами. Я понять не могу, почему вот эти вот все киноделы, не знаю, так любят этот саный лайф-экшен. Вообще без стараний, без всего. Типа, что это за ерунда? Это будет чисто как Алиса в стране чудес русская. Типа, ай, привет, я Бруно в куртке, но на самом деле я кальянная гусеница. Вот из той же оперы. Эй, привет, я типичный школьник со двора в очках, но на самом деле я ежик, ребята, вы не понимаете. Что это за хрень? Чего ежик? Действительно. Это единственное, что тебя волнует, да? Просто концепция параллельных вселенных, она всегда существовала в смешариках. Мне это очень сильно нравилось. Это было довольно прикольно. Но просто они всегда оставались, типа, ну, вот этими вот шариками и все. А теперь, извините, это не смеш-шарики, а смеч-человеческие детеныш-шарики. Типа, что за хрень? Делай канал Кинокритику, реально, я просто обосру с головы до ног этот лайф-экшен. Я думал, будут совмещены люди и смешарики. Нет! Нет! Они решили обосраться по полной. Это просто, я не знаю. Я видела, сначала люди вообще ругались на рисовку, что типа вот этим вот анимированным смешариком удлинили конечности, но мне на это, если честно, вообще начхать. Абсолютно. Я считаю, что это даже в какой-то степени прикольно, потому что это даст гораздо больше возможностей аниматорам сделать какую-то типа движуху прикольную. Я думала, что я вообще сначала даже обрадовалась. Вернут рисованную анимацию, как давно ее не было, все на 3D там переходят, либо делают свои тупые лайф-экшены, да? Потом, опа, я смешарик, елки-иголки, там это самое, ну я типа человек по имени Данил, но на самом деле я Крош. Кто это выдумал? Мне еще потом подруга пишет, типа, я надеюсь, они там не решат сделать лайф-экшен из «Ну, погоди». Я думаю, и трындец. Тогда это реально конец киноиндустрии будет, если они сделают лайф-экшен «Ну, погоди». Я была бы рада, если бы они сделали лайф-экшен «Ну, погоди», только ради того, чтобы посмотреть, кто будет играть шестигрудую свинью в бикини. Это все. Больше ничего мне было бы не интересно. А Пин как будет выглядеть? Как австрийский художник, не знаю. Кого будет играть Бурунов? Давайте будем решать. Бурунова везде сейчас пихают. Как думаете, в смешариках он будет? Возможно, он будет играть Копатыча. Ему просто нацепят соломенную шляпу на его лысую башку и скажут: все, Копатыч. Надеюсь, с вами Чарли Чаплин. Да, конечно. Сейчас читаю. Пин будет как немецкий пивовар. О, это, кстати, было бы даже прикольно. Вот бы они сделали всех этих смешариков, не знаю, в виде каких-то хуманизаций, знаете, которые рисовали художники. Мне бы это тоже не понравилось, но хотя бы выглядело бы прикольно. Но нет, это просто какие-то дети и взрослые в футуристичных костюмах какого-то хрена. Еще это все в будущем происходит. Это просто, знаете, я даже не знаю, как можно будет вот этих вот детей и всех этих актеров ассоциировать с этими смешными шарами. Если они буквально, ну, у них общие только имена, возможно, кое-где цветовая гамма и словечки. Все. И мы каким-то образом должны думать, что типа, ой, да, это же Пин, это же Бураш, ха-ха, это же мои любимые смешарики, хоть они не шарообразные уже. Что за ерунда? Вот бы они сделали этих смешариков смешными шариками, реально они вот этими вот человеческими детенышами. Задолбали. Я видел как-то классные хумки по смешарикам, я очень много видела. Вообще, русский фандом смешариков, он по большей мере сейчас состоит из взрослых людей, которые росли на смешариках. Ну, типа, я пример, да? Я очень сильно люблю смешариков, я очень сильно уважаю этот мультик, я его пересматриваю, когда сажусь жрать. В перерывах между просмотром рестлинга, конечно. Но я очень сильно люблю смешариков. И сейчас современные дети вряд ли смешариков смотрят. Поэтому вот этот вот лайф-экшен ужас, это какой-то плевок, если честно, в лицо фанатов.
А Биби будет с колесом в жопе? Я уверена, что да! Они до такого додумаются. Блин, если они из Биби сделают какого-то уродливого человекоподобного робота или просто на его роль возьмут какого-то ребенка, я сожгу кинотеатры. Я клянусь. Биби — это мой самый любимый персонаж. Я очень сильно люблю Биби. Он такой миленький, такой классненький, такой маленький, такой на колесиках катается, такой ребенок. Если его обосрут в этом лайф-экшене, я устрою пожар. У меня сзади огонь есть, я его тушить спецом не буду. Подожгу палочку, а потом, знаете, по цепной реакции подожгу весь кинотеатр. Да, они сделают из него R2-D2. Ой, боже мой. Да, просто будет вот этот вот пылесос бегать, ё-моё. Какой отстой. Биби будет ребенком. Ладно, это было бы, наверное, даже прикольно и инклюзивно. Но просто Биби это, ну, робот, типа. Вряд ли это идеально подойдет. Кокетливо упал с инвалидной коляски. Ой, я сразу вспоминаю, какой у меня статус стоит в моей, этой самой, как его, на моей страничке в Телеграме. В моем профиле, вернее, Телеграме. В Телеграмах нет странички. Типа, она упала, подвернула коленную чашечку, типа, и заплакала. Что-то такое. Там тоже, по-моему, с коляски упала. Не помню. Значит, оно не так уж сильно и надо. Так, все заболталось уже, трындец. Робот-пылесос будет. Вот, и я про то же. Ё-моё, просто. У меня тоже есть робот-пылесос, родители купили. Вот просто вот такая шайба будет кататься и такой... Или что он там, как он там разговаривает? Я не смогу пародировать его прекрасный флоу. Извините меня, пожалуйста. Я в этом не особо хороша. Ну так что, будем играть. Будем играть в игры. Я нашла 3 игры. Вообще их 4, если честно. Но, судя по всему, одна, она довольно-таки длинная, и вряд ли ее получится, ну, хорошо интегрировать в вот эту вот коллекцию маленьких инди-хорроров, да? Просто это, скажем так, сборник. Вот ту игру, которую мы сегодня играть не будем, возможно, завтра, послезавтра поиграем, когда у меня время будет. Давай, ща, я просто хочу рассказать. Та игра длинная, она... Как бы так сейчас правильно сформулировать мыслью, позвольте мне чуть-чуть подумать, меня музыка отвлекает, все меня бесит, блин. Она состоит из 25 мини-игр, сделанных разными разработчиками в разном стиле, но все это хоррор. И хреновня называется Madvent, типа как адвент-календарь, но в виде хорроров там и все такое, да. Вот, поэтому я хотела бы очень сильно поиграть, но вся вот эта вот ерундистика весит 4 гигабайта, так что я смею предположить, что сегодня мы в это играть не будем. Поэтому ждите следующего раза, обязательно сыграем. Также я очень сильно хотела бы поиграть с вами в этот самый, как он называется? Christmas Massacre, что ли, как-то так, короче, от Puppet Combo, да. Вы, скорее всего, все видели эту игру, но я сама в нее не играла, я хочу ее заценить. Но из-за того, что это, как бы, скажем так, не особо хоррор, мы тоже отложим это на следующий раз. То есть, короче, у нас очень много есть игр на примете, в которые мы обязаны будем поиграть с новогодней тематикой. Перед тем, как наступит 2026 год. Угу. Инди-хорроры с itch.io, прикольная идея. Да, конечно, я всегда беру хорроры, потому что, ну, я не знаю, я обожаю хорроры. Они меня не пугают, мне с них весело, но я не могу каждый раз, когда... нужно поиграть в несколько игр сразу, я выбираю именно хоррор, потому что мне кажется, что они самые такие прикольные, вайбовые и вообще супер класс. Надеюсь, меня... Ну, понятно, что я говорю, потому что, мне кажется, я уже заговариваюсь, и фиг знамо, что несу. Ладно, все, реально, а то сейчас заболтаюсь, и трындец. И трындец будет. Кстати, я забыла у вас спросить, как вам прическа? А то вы не заценили, я теперь не чебурашка, кстати. Угу. Как вам? Как вам? Пока не напишите комплименты, мы играть не будем. Комплименты. Много отдала Барби Ру. Да, слишком много. За то, чтобы мне просто распустили волосню. Слишком до хрена. Красавица, вот, все. Будь, блин, у меня возможность дарить платные подписки. Я бы сейчас платную подписку отдала Птенцу. Потому что он сделал мне комплиментик. А еще, наверное, надо бы вас
Побольше сделать чат или нет? Нет, будете маленькими. Маленькими вы мне нравитесь гораздо больше. Ха-ха-ха. Так, хорошо, тогда мы с вами начнем. Не знаю, с какой игры. Сейчас будем вместе тогда выбирать с вами. Большинство из них довольно громкие, поэтому я буду вам, если что, их самостоятельно убавлять, потому что почему-то ни в одной игре, в которой я тестила, не было параметра настроек. Так, я хочу игру Slay Bell составить напоследок. Так, поэтому сейчас я даю вам выбор. Don't Stay Awake или Candy 2. Candy 1 я не видела. Поэтому будем сразу играть во вторую часть. Как будто тебя хотели разрезать с помощью мачете, но ты увернулась в последний момент. Это мода называется вообще-то. Это вообще-то мода такая. Мода из комода. Мне дала этот шанс. Вы смотрели моду из комода? Когда она была? Когда она была там, по-моему, не на Дисней, я вру. Конфету, хорошо, конфету. Хорошо, тогда конфету будем играть. На карусели была, короче, передача такая для девочек, типа про моду. Мода из комода мне дала этот шанс. И я вообще фиг знает, что там было. Я не помню. Но, судя по всему, какая-то хрень. Громко, ой, громко. Я вам потише делаю. И себе потише делаю. Так, окей, ребят, мы Ола Эспаньоло. Ой, где? Мы Ола Эспаньоло или English Speakers, motherfucker. Не видел такого вроде? Ну, знаешь, ты как будто бы не сильно много потерял. Эспаньолио. Я тогда сестру позову, чтобы она переводила. Знаете, сейчас я даже напишу. Знаете, что это по-испански? Нет, ребят, ладно, я знаю, что вы хотите эспаньоло, но мы тогда ничего не будем понимать. Знаете, как это читается по-испански? Ну, вообще, ладно, читается, так как читается насрать, оно переводится как яйцо. Вообще, это уэво. Меня сестра научила. Зато будет смешно. Ну ладно, хорошо, ладно, уболтали. Меня очень легко уговорить. А как насчет вот этого? Нет, я по-русски пишу. А вот это вот знаете? Это скелет. Ладно, эспаньол так эспаньол. Как минимум 2 слова мы с вами знаем. Хуяло и хуесос. Блин, тут kill game есть. Оно очень странное как-то действует. Мне очень не нравится, как это все выглядит. Ладно, let's go. Зачем оскорбляешь? Я вас ни за что бы не оскорбила. No copyright music. А, все, хорошо, слава богу, никакого копирайта. А почему это было написано на русском? На английском? Может, я не понимаю. Я выбрала вообще-то испаньолу. А, кто-то поет на ушко мне. Чё? Эспаньолу! Эспаньолу! Уэва! Я не... Сейчас. Сейчас. Заткнись. Shut up. Блин, как по-испански разговаривать? No comprendo. No comprendo. ¿Ah? No comprendo. No comprendo. No comprendo. No comprendo. English. No comprendo. Рюкзак, да. Я так вот вас устраивала сыграть с французской озвучкой. Так классно намекать не можешь, как они сзади матерятся на тебя на французском. Вот это... Да? Ой, девочка, привет. О, мы уже играем, что ли? Какие мы страшные. Ё-моё. Ну ладно. Чупама ля пиха. Я еще это знаю. Ладно, хорошо. Больше не буду. Фига, я Майкл Джексон. Я могу задом бежать. Это как на физкультуре. Бежим задом. Ай. Billy Jean, not my girlfriend.
If it's I am the one. This boy is not my son. Окей. Как думаете, нужно поговорить с этими людьми? Я что-то не особо уверена. Мне кажется, нам нужно пойти к мусорному ведру. Почему все выглядит очень по-ублюдски? И причем я, кстати, на escape нажимаю. Я думаю, может, как-то можно это исправить, но ни хрена! Это наш дом. Мы размером как мусорный бак. Надо поговорить с Ёвочкой, точняк! Надо поговорить с Ёвочкой и попросить хорошего Нового года для моих подписчиков. Я сегодня добрая. Hello! По-испански. Ладно, насрать, я не буду. Ладно, хорошо, игра. Я поняла, что ты от меня хочешь. Let's go. Херимонита. Херимонита. Ладно, Эрмонита. Мы Кэнди, типа. Ола, Дими. Здоров, Джимми. Кьерес. Ахуа. Чё? Аквару, Йодер. Чё за шрифт? Quando antes mejor será... Дайвер? Дайвер? Это куда мы плавать должны, типа? Мы конфетка еще? Да. Вале перо оте аделанти... Алидентро. Альдентро? Это еда? Си папа. Папи? Он на меня повернулся. Кэнди и хаха. Аказа Кьерес. Кьерес? Я не понимаю. Но. Что? Куамахе, но. В смысле нет? Я это понимаю. Este es mucho tiempo solo haciendo la rarita pon ají como Чё? Деяла, Эва Сабре, вамомо. Дилия, мама, куэльво, пара, цигар. Чувак, я конфетка, я ни хрена не понимаю. Као, мокоза, репелленте. Ну, все понятно, короче. Мы Кэнди, мы конфетка. И что-то там папи, Кьерес и дом, Каза. Сколько они уже банвордов сказали? Надеюсь, 0. Плохая концовка. Да, мы поговорили с людьми, это очень-очень плохо. Больше никогда так делать не буду, и вам то же самое советую. Куда они поперли? Danger там написано, дуры. Кэнди посидела на лавочке. Ну, окей. У нее лицо смешное. У нас есть там, не знаю, инвентарь? Походу не Ладно. И туда, и сюда можно пойти. И ни хрена не понять. Ладно, что у нас там? Как там медленно бежит. Это просто трындец, дивуль. А следы оставляем? Ну, что я ожидала? Это же инди-игра. А что тут за плешь? Почему тут снежная плешь? Ну ладно. Идем сюда. Тут у нас наша девочка. Привет. Ола, мами. Это мама наша? У меня покушать закончилось. Быстро ешь своего кота. Срочно нужно восполнять белковый баланс. Амор мио, моя любовь. Или любимая... это реально наша мама. Мама, а что ты так грустно сидишь? Что случилось? Рождество. Кьерес. Типа. Кьерес это вроде этот самый, как его... Что эти курят-то, блин? Наркоши легальные. Марихуана вроде. С Новой годой. Вальмус дентро де эсперада. Quiero ver árbol. Сосед. Ten cuidado, amor mío. Что-то про любовь? Acuérdate, teachers de beres. Блин, у нас девочка выглядит так, как будто она сейчас заплачет. Нас мать, короче, не пускает домой, я так понимаю.
Я полностью это перевожу. Образовательный стрим. Да-да-да, я сейчас, короче, следующий диалог будет, я все буду разом переводить. Так что вы смотрите, я буду изучать и испанский прямо на лету. О, грязный обосранный снег, прям то, что надо. Я видела еще где-то стрелочка была, куда мы должны идти. По-моему, туда. А, вижу. Блин, вот этот этот эффект, блин, 3D очков меня бесит. Может, нужно 3D очки взять, чтобы было норм. У меня вроде где-то есть, кстати, такие. Ну ладно. Если в крайне задолбает, то тогда окей. О! Lower prices. Ладно, хорошо, что у них там? Мауро его зовут. Здорово, мелкая чмошница. Что тебе надо? Но если тебе ничего не надо, сеньорита, может, свалишь? Вот, может, свалишь? Я угадала, что он собирался сказать, да. Мама не пускает нас домой, сказала, сходи за сигареткой. Я не знаю, я думаю, мама бы дала еще свой паспорт. Джесси Пинкман? У вас нет ничего такого синенького и кристаллообразного? Бастон де Навидад. Нет, я такое не продаю мелким школьницам, понимаешь? Мне очень надо. Нет. Я не продам тебе синие кристаллы. Ты слишком мал. Ау! Я убью тебя. Есть только синие кристаллы. Если у него есть только синие кристаллы, то пусть поделится, тварь. Ладно, фига, мы блатная! Нам дали красные кристаллы. Ну, not bad. Not bad так-то. Побежали. Куда мы бежим вообще? Ну вообще. Я хочу быть как она сейчас. Стопы. Я хочу быть как она. Я хочу быть как она. Ой. Сейчас будет. Да что ж такое? Это эти какие-то новые функции вообще этого хрени этой всей. Ну, мне не надо, я хочу. Нет, не выкинуть. Я на глаз зацепила. Ладно, не-не-не. Сейчас. Отдайся. Отдайся. Это больно. Так не надо. В ухо поковырялась. И в рот. Да блин, я на глаза цепляюсь, и нам больно тоже. Ну, пойдет. Все, мы блатные. Вкусно, да, с сушной серой маленькой девочки. Вообще самое оно. Ла-ла-ла-ла-ла. Feliz Navidad. Feliz Navidad. А что тут мы можем делать? Мы можем покататься? Нет, игра говно, мы не можем кататься. А мы можем А мы можем тут А как вы хотите, чтобы дети тут лазили? А, ладно, тут можно. А нахрена тогда... Ладно, насрать. Я хотела доколебаться, но все нормально. Какая горка! Ой, у меня такие же во дворе стояли. Я любила, кстати, на крыше залезать вот так, сверху. И прыгать вниз. Ну, типа, меня мальчики со двора научили это делать, типа, с высоты прыгать. Говорили, типа, мы делаем Спарту. Возможно, они просто хотели, чтобы я сломала себе ноги. Пусть обломится. Я пила очень много молока, у меня очень крепкие кости. А чё тут Так, чё ты хочешь? А чё ты хочешь от меня, игра? Я могу. Значит, может, мне с другой стороны надо просто обойти, потому что у игры... Ну, игре это важно. О, реально. Можно сесть на качельке только с одной стороны.
Что за приближение? Ну так что у нас тут по качушке? Надеюсь, девочке не холодно, но буквально в одном свитере. А что с этими двумя идиотами, которые перелезли через забор? Что ты пялишь на меня? А, ну уж конфету съела. А я нет, я наслаждаюсь. Ой, нет. Это точно не фургон с мороженым. Я хватаюсь за клавиатуру. Я не люблю, когда такие темы поднимаются с детьми. А куда ты до этого дела свою конфетку? В ухо засунула? Ну ладно. Пойдем, Майкл Джексон, тогда. Почему ты обязана идти туда, куда поехал фургон? Может, ты украдешь машину? Я не хочу. Хомяк. Это реально, кстати, на хомячка похоже, очень милая. Ой, у нашей девочки рентгеновское зрение. Она видит, что машина полностью пустая, и обчистить ее нельзя. И двигателя в ней тоже нет, значит, мы не можем ее угнать. Очень жаль. Очень-очень жаль. Какая она медленная. Легкой трусцой. Решила пробежаться. А когда за ним и не чела погонится, что будет? Я, кстати, вообще не знаю, что будет в этой игре. Я, когда игры качаю, я просто смотрю на их заставку, такая, о, Новый год. Все, я не читаю, что там. Для меня всегда это сюрприз. Нам нужно туда. Все, они там сказали этот Навидат, и я все, я не могу. Я теперь буду это петь. Сейчас у нас с вами будет новогоднее караоке. Без подготовленного моего голоса. А, мы идем за этими идиотами. А нахрена надо было на качельках качаться? Веселухи ради? Ну ладно. Я пока что вообще ни хрена не понимаю. Наверное, по большей мере из-за того, что все это, ну, на испанском. Ура! Тут все, конечно, очень хреново видно. Но у этих чуваков кроличьи маски. Мне это не нравится. А тебе? Она реально как будто сейчас заплачет. Ей, видимо, вдвойне это все не нравится, как это прикольно. Опа, опа, скоростный шаг. Это крыска у них тут? Чуваки. Ребят. Вы хорошие? Вы скрываете свою личность, потому что вы витуберы? Они ушли? Вы скрываете свою личность, потому что вы витуберы, или потому что вы, ну, жесткие мрази? Я, например, второе. Ладно, залезай тогда. Дивуль, заходи. Нет, не зайдешь? Просто вот, не знаю, они показывают тут стрелочками, что тебе надо, куда тебе надо. И ты потом жмякаешь эту ешку. И ни хрена не получается. А в чем разница? Ух ты, грубиян какой. Кстати, давайте я отключу вот эту вот стену, как они называются, молотов. Все равно они летают на меня. Я пытаюсь понять, что от меня хотят. С Новым годом! Ау. Ау. Я везде жмакаю, пытаюсь понять, что от меня надо. Фига там елочка здоровенная. Мужики! Мужики в масках! Уродливые твари! Пустите. КЗ. Может, мне туда не надо, все? Она решила, что больше не пойдет. Давай, задом. А нет, нам туда! А куда? ХЗ. Это не я бестолковая сейчас. Честно. Может, мне к столбу? Ням-ням-ням-ням-ням. Ну ладно, видимо, нет. Может, ты внутрь хочешь залезть? М? А? Она отдохнула сейчас на это? Погодите. Тут зачем-то на левую кнопку предусмотрено дыхание, типа. Я нажимаю, она вдыхает. А, нет, ладно, все. Я думала, она выдыхает, когда я нажимаю левую кнопку мыши. Оказывается, я просто 3 раза попала в тайминг. Идеально. Привет, любовь моя. Привет, привет, Лия. Блин, из-за того, что у тебя... Из-за того, что у тебя ник не Лия, я запуталась сначала.
Привет, очень рад тебя видеть. Как у тебя дела? Я знаю, ты сегодня тоже стримить будешь, да? Я пытаюсь влезть! Ну ты будешь? Ну ты будешь залезать? Ну ты будешь заходить? Чё ты хочешь? 10 лет, а уже курит, да, свои вот эти вот палочки сладенькие. Чё ты хочешь от меня? Игра! Алло? Может, тут на F нажать надо, я хз. Тут какая-то выемка, типа... Можно зумить, кстати. А зачем? А зачем? Что ты хочешь от меня, игра? А в детстве курил шоколадные трубочки. Ой, я тоже. Блин, как меня кумарило, это просто трындец. Сейчас уже бросил. Из-за того, что у меня что? Я что-то начала говорить и забыла, видимо. Я не помню. Я не помню. У меня реально... Я иногда что-то начинаю говорить, потом отвлекаюсь, и все, я не могу вспомнить. Извини. Но я точно не хотела тебя оскорбить. Это я могу вот заверить тебя. Мне стрелка говорит, иди сюда. Не превращайся в меня, блинчик. Мы насчет этого подумаем, Лия. Блин, ну что ты хочешь от меня? Игра! Ау, камон! Камон. Наши ублюдки, ну, типа, вместе лазили. Мы все это время умели прыгать? Что это за игра? Какая-то Кэнди 2. Ё-моё, мы паркуристы! Может, мы еще бегать можем? А, да, мы бегать, мы же можем бегать, что-то я забыла об этом. Ладно, хорошо, понятно. Мы вандалы малолетние. The fuck? Come on, girl. Я в тебя верю. Может, мне как-то по-особенному прыгнуть? Каши мало ела, реально. Может, тут на другой shift я могу бегать? Нет, только на этот. Ё-моё, мне сразу... А тут предусмотрен, типа, прыжок с разбега? Может, я еще приседать могу? Я об этом не знаю. Нет, не могу. По крайней мере, на привычные кнопки я... А, нет, мы еще и приседать умеем! Это очень плохие новости, я не хочу прятаться. А мне Филадельфию приготовят. Прям целый город? Нифига. Крутяк. Мне б так. Сейчас попытаемся. Паркур! Очковый, мне пришлось убрать руку с мышки, потому что мне иначе неудобно держать shift. А бегать сидя можешь? Хороший вопрос. Не, я не умею бегать сидя. Не, Буськом не умеет бегать, блин, дурная. Ну ладно. Ла-ла-ла-ла-ла. Ну, что ж, погнали в это место. Какое-то опасное место. Куда пошли какие-то культисты в масках. Я ж маленькая девочка, я так люблю такие приколы. Мама послала меня за сигареткой. Значит, нам нужно ее найти в этом санном доме. Санном, опасном, очень жутко выглядящем доме. А чё туда? А чё ты там хочешь, чтобы я сделала? Что? Ну что? Ну почему? Все, я пошла туда. Мне насрать. Я не буду. Советую пройти Crimson Snow. Тоже рождественский хоррор. У нас сегодня еще 2 рождественских хоррора. Еще потом есть еще один хоррор, который длинный. Который я, скорее всего, в другой раз буду проходить. Да что тебе там надо? Мне насрать абсолютно. Вообще пофигу мне. Я не буду. Я не понимаю, что от меня там хочет. Ой. Ладно, все-таки стрелочка интереснее. Нет? Опа! У меня тоже есть птички. Ну, что за хрень? Ну ладно. Что-то трупы. Рождественские трупы моя любимая закуска. Ты в ловушке, бейб. I know, right? Kill me, please. Какое все зернистое, фу. Ребята, если что, я уже готова рейдж квитнуть.
Я уже готова испугаться до смерти и нажать escape. Не, ну хорроров-то я не боюсь. А у нас есть? У нас нет фонаря. Вставай. Ну ладно. Что ж, идем на верную смерть. Та самая, кто не боится хоррора. Я не боюсь. Не, вообще не. Чё, хорроры это весело, это вообще брехня. Там есть что-нибудь интересное спрятанное? Ладно. Ага, складские всякие приколы. Я ни хрена не вижу. Тут где-нибудь есть фонарик? Какие-то 3 точки есть. Они меня бесят. Мисель Гойга пора абрир эсто! Заклинание. Бу. Не пугай. Не пугай меня, Лия. Что там? Что там? Оп. Вены! Там вены. У нее что, одежда просветилась, что ли? Я сейчас не поняла. Ладно. Говоришь, ты не боишься. Все боятся слова бу. Как бы. Это естественный человеческий рефлекс. Визжать, как сучка, когда кто-то говорит бу. Я уже дважды сказала бу, трижды, и вы, скорее всего, все эти разы сильно пересрались. Тесса, ужас. Что ужас? Я понять не могу, это просто слетает это самое, что ли? Или свет как-то странно падает на героиню? Тебя за это посадят? Да не, мне просто странно, что вообще, ну, это случается. И случается ли вообще? Оно... Это свет такой, да? Скажите, что это свет просто такой? Я просто не хочу верить в то... Нет, это, походу, кожа. Я трясусь под столом, хватит пугать позже. Походу, кожа. Вы хотите сказать, что создатель этой игры моделировал модельку ребенка обнаженной? А? Это не... Я теперь понимаю, теперь я в шоке, если честно. Я надеюсь, очень сильно надеюсь, что ребенка в этой игре раздевать не будут, иначе я сразу выключаю игру и пишу жалобу на эту хрень. Что там, что там, что там, что там, что там, что там? Я бегу куда-то вообще? Мы зашли в тупик, да? Что это? А, это свет, походу, так падает. А это было похоже на руку. Ой, блин. Что это? Это лифт? Для каких целей? Вот такой же вопрос. Это правда очень странно, если честно. Не, ладно. Могли замоделить ну, могли замоделить, понятное дело, вот так. Но просто на тело, скорее всего, потом добавлялось бы это самое, какое называют. Я забыла. Ну, короче, просто, получается, на теле бы рисовали вот этот свитер, да? Ну, так обычно все это работает. Но из-за того, что, судя по всему, свитер тонким слоем обвит, ну, сверху обнаженного тела девочки, это очень странно из-за этого. Что праздную одежду пошли Киевы, да там, я надеюсь, что так, надеюсь, что ты прав. Ладно, я так и не поняла, что там. И что там щелкнуло, я не поняла. О, еще шняга. Мы же умеем прыгать. Я думала, я присела. Да блин, мне опять с шифта, с разгона, что ли, это все делать. Вы задолбали, мне не нравится так. Хоп, хоп, хоп. Она не запрыгивает. Это что у нас тут? Я вообще ни хрена не вижу, если честно. Не знаю, как вы, я вообще ни черта не вижу. Мне ничего не видно. Вообще ничего не видно. Что это? На шум я стою?
Ну и вообще, если у одежды коллизия есть, то я что-то не вижу вообще, чтобы что-то такое было. Ну просто, опять-таки, я надеюсь, что ты прав, Тушонка. Я вообще даже не хочу об этом думать. Это отвратительно, если оно присутствует. Всякое вот это вот обнажение детей. То 100% надо отдельно ее делать. Да я просто не замечала, что как-то одежда сильно двигается, если честно. Да и причем это свитер. Но опять-таки, надеюсь, ты прав. Искренне надеюсь, что ты прав. Нам, судя по всему, туда надо прыгнуть. И как мне это сделать, блин? С учетом того, что мне нужно убирать руку от мышки, чтобы нажать Shift вперед и прыгать, типа. Класс! Спасибо за классное управление. Хоп! Да говна ты кусок, девочка. Ладно, тут мы были, да? Да, там ходили. Тут? Тут... Говна. Я что-то, если честно, вообще не понимаю. Ну, и в обучающих видосах, да и в готовых модельках я часто видел. Ну, хорошо, хорошо. Я тебе верю. У меня нет смысла тебе не верить. Ты можешь толкать предметы? Дивуль? Ты можешь толкать предметы? Что, отдельным слоем накидывают? Ну, хорошо. Блин, я ни хрена не вижу. Ой. Это мы куда? Это мы в стену уперлись? Тут еще вот этот вот эффект шума, блин. Ссаный. Тоже меня бесит. Ай, я башкой ударилась. Кэнди, вернее, башкой ударилась. Сейчас будем пытаться сюда запрыгнуть. Мне кажется, это просто невозможно. Она ни хрена не толкает. Что я хз. Ну, там чисто анимировать для видоса, для геймдева, хз. МБ также, опять-таки, очень сильно надеюсь. Очень сильно надеюсь, что так оно и есть. Что она и так уже чуть ли не плачет, стоит. И я тоже, если честно, потому что я не понимаю. Там что-то щелкнуло, помните, когда я в эту тьму тьмущую пошла? И я не поняла, что это. Ну, ой, где ты? Ну, герла! Хорошая вышла игра, да вообще? Ни хрена непонятно. Ни хрена непонятно. Ну, это хоррор где? Так. Фу. Здесь площадь девочки. Хорошо. Оказывается, тут дверь открывается, хотя я ее открывала до этого. Вы видели все, что я ее прощелкивала. А может, все остальные тоже тогда открываются? И я что-то неправильно в своей жизни делаю. Оказывается, нужно не просто нажать Е, а нажать Е и толкнуть. Не, это не открывается. Хорошо. Это тоже. Ну, трындец, блин. Ну, слетает постоянно вот этот вот свитер. Просто молюсь за благополучие нашей испанской девочки. Окей, что мы тут? Ага. И что это? Опять тут это, блин, шум накину. Я сейчас тоже на себя шум накину. Вот, блин, посмотрим, хорошо вам будет, а? Сейчас будет тотальное погружение. Где тут это у меня? Здесь отображение, масштаб соотношения сторон, пи-пи-пи, пу-пу-пу. Коррекция цвета, вот, блин, шумные. Да сейчас вы мне все шумные будете. Нет, это не то. Это не тот, это плотный клаватель, это не то. Я пытаюсь вспомнить. Ой, увеличение резкости, о. Во! Еще! Еще, ребят, тотальное погружение. Я сказал, еще. И еще давайте, просто такая вишенка на торте. Все, играем. Погнали. Что это? Что это? Ядришь, смотришь, у нас наконец-то есть свет! Зачем ты себе в лицо светишь? Что это? Что это за перформанс? Ща глухну. Нет! У Тессы появились усы и борода, я Дедушка Мороз. Ho-ho-ho! Merry Christmas, boys and girls! Feliz Navidad! Ладно, ты можешь там показывать на что-то? Ага, то есть мы стояли на этих балочках.
И, ну, это как будто бы нам не сильно помогло, да? Теперь мы идем туда. Ла-ла-ла-ла-ла. Герла, давай, пролезай. Я в тебя верю. Так, ладно, тут мы можем пройти? Я уже не понимаю эту игру. Тут мы, походу, не можем. Так. Уточка. Капец, ты зернистая. Ну, как и эта игра. Вот во тьму заходишь, и все сразу начинается. Мне бесит, что она руками вертит. Ну, то, слава богу, можно на правую кнопку мыши, типа, ее как-то зафиксировать, и она перестает сильно руками мотылять. Что это? А, это screwdriver. Все, я поняла. Right-клик. А как мне... А, он, скорее всего, самостоятельно будет использовать шняги. И я на всякий случай проверяю. Может, дверь открывается на самом деле. Ну, видимо, нет. Не пугайте меня только сейчас. Фонарик есть батарейка? По крайней мере, я нигде индикатора не вижу. Походу, нет. И слава богу. Ну все, мы помним, куда теперь идти. Ладно, меня саму бесит, что я зернистая такая. Давайте я хотя бы одну полоску зернистости уберу. Будет забавно, если есть. Это будет очень страшно для меня. Все, хотя бы вот так. Я не хочу. Но я, опять-таки, никаких индикаторов не вижу. Это во мне Outlast. Слава богу. Кстати, в Outlast так и не доиграла, хотя он у меня есть. Может, когда-нибудь тоже поиграем? Как думаете? Вообще, есть еще дохрена игр, в которые я хочу поиграть. Мне сегодня, например, пришло уведомление на телефон очень неожиданно, что какую-то игру малоизвестную японскую на Sega, сука, Saturn перевели на английский язык. И я, походу, буду играть в нее в свободное время. Возможно, видосик даже про нее запилю, потому что, по крайней мере, она выглядит очень... Ау! Меня ударили. По крайней мере, она выглядит очень-очень интересно. Да ё-моё, ты включи свою хрень. Ты вперед свети. Ё-моё, девочка. Нахрена ты сюда вообще полезла? Я не понимаю. Что тут веселого? Ой. Можно и в туда пойти. Давай-ка World Last Trials. А что там, типа, на несколько игроков? Я туда. Я туда! Ля-ля-ля, я девочка, которая ходит гуськом. У меня же кончилась скрюдрайвер, да? Да, до 4. Блин, звучит прикольно. Ну, наверное, это, кстати, не так страшно, когда ты с кем-то. Хотя вот вас меня, если честно, не особо пугал, когда я в него играла. Меня он скорее пугал тем, что там в неожиданный момент психбольные начинают сношаться в жопу, а я как бы на Твиче стримлю. Скорее смешно. Ну вот, да. Куда мы вылазим? Что это за место? Я должна паркурить? Привет, сеструнь. Чё ты? А, ножницы ищешь? А, вон да, вот там. Моя сестра ищет ножницы. Возможно, чтобы меня заколоть, потому что я паникую и кричу. В этой игре постоянно влюблю, а так хотя бы не один был. Я тоже помню, как я сильно тупила буквально в начале. И ты чего? Ну ты захватись там. Даже в санной игре про феечек Винкс можно захватить стену. Что тут? Нет, не важно. Мне не нравится этот рык. Мне не нравится этот отрык. Вот класс, конечно. Мы устраиваем паркур в каком-то заброшенном ублюдском здании. Вот прикол. Не люблю паркуры. А! Тивуля, я понять не могу, что за низкополигональные эти
деревяшки. Почему у нее ноги провалились сквозь это все добро? Это надолго. Ё-моё. Я паркур вообще не уметь. Нахрена это добавлять? Ой, Яшкин, Матряшкин. Ну ты нуб, да вообще адовый. Сейчас, погодите, мне интересно, посмотри, насколько далеко я могу тут пройти. А чё ты проваливалась-то, девочка моя? Тренируйся в Roblox. Я в Роблоксе играю только в Dress to Impress. Я почти весь адвент-календарь там полностью собрала. Да, вы видели! Меня сбрасывают вниз! За ваш каприз. Ладно, это надолго. Это очень-очень надолго. Сейчас попробуем. Я не знаю, влияет ли что-то... Влияет ли разгон вообще на что-то? Сейчас попытаемся тогда. Оп. Оп. Сейчас я руку убираю с клавиатуры постоянно. Ой, наоборот, с мышки. За клавиатуру-то я держусь. Опа. Опа. Что это? Что это значит? Никогда не играл в этот режим. Dress to Impress. Очень много теряешь. По крайней мере, мое уважение. Я очень сильно люблю Dress to Impress. Сейчас не особо часто играю, но все равно захожу просто, чтобы идти собрать. Как они называют? Костюмчевый. А где это была хрень? Что нам там показали? По-моему, наверху, да? А может и не факт. А, да, оно. Ишь ты, какая я бываю умная. И смекалистая. А что тут сверху? Деволь! Опа! Что это? О, ключ. А что за ключ? Мне вообще говорили, что где-то вот этом вот Селис Навидат нам нужен ключ. Я вообще не помню. Это? Нет, не это. Идем дальше, моя собака гавкает. Скорее всего, вам тоже это слышно. Ладно, один раз что-то гавкнула, и все, и прекратила. Давай. Ключ. Не сюда. Ключ. Не сюда. Туда, значит. Дивуль, вперед бежи. Тут свой фонарь. Тебя саму не задолбало себе в лицо светить? Ключ. Да. Нету трупов. Или людей в масках. Или чего-то вообще. Свет выключи. А, ну да, вроде ни хрена нет пока что. Да. Я чувствую, скоро нашу девочку жестко убьют. Я хочу попить воды. Я очень сильно хочу попить воды. Я попила воды. Ладно, чё это я тут раскисаю? Мы так делать не будем. Мы не будем раскисать. Мы берем. Мне провода мешаются. И бежим. А что тут? Опа, дверь. Испугался. Оп, она открыта? А, нет. Блин, тут бы не помешала вот эта карта, как в Silent Hill, знаете, где отмечается, типа, а тут вообще не пройдешь, тут сломан замок. И все такое. Мне вообще непонятно. Написали бы на испанском, типа, все, иди отсюда, тут ничего ловить. Непонятно ведь мне. Может быть. Ладно, ничего нет. Это матрасы. Не перевозить опасный груз. Иммигрант. Ага, еще сюда. А что это тут? Ни хрена непонятно. Ладно, говно. Тоже не открывается. Ладно, значит, идем сюда. Здесь что-нибудь полезное. Ничего не светится вроде. Ой,
Извиняюсь. Реально, а? Ой! Ой, ой. 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 Ой, извините. А, шумим? 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 Нельзя шуметь! Или что? 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 Что это там была за хрень? Что это там была за хрень? Куда мне идти? Мне кажется, мы должны валить. Он похож на солиста Slipknot, на Кори Тейлора. А? Это все приснилось нам. Я так понимаю, нам надо вглубь, короче, идти. Это... Да, это вот сюда. Девочка видит будущее, думаешь? Окей. Мы сейчас зайдем внутрь и в сторонку отойдем. Пока, чел. Куда он сейчас пойдет? Он будет стоять? А труп куда делась? Короче, не надо издавать шумы. Он просто стоит, чел. А куда мне идти? И девочка такая, типа, а, ну ок. Вообще норм ей, да? Эй, 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 эй! Чувак. При всем моем респекте. Че ты стоишь? Это же вторая часть. А типа в первой части его парализовало? Куда мне идти? Тебя раздевает, Дивуль. Причем сейчас адски раздевает. Хотя, блин, не знаю. Походу это просто без всякого контекста просто раздевает эту самую, да, состояние обычной простой модельки. То есть я не думаю, что героиня будет раздевать. Кори Тейлор стоит. Что там, people equals shit, да, чувак? А может, первый было хуже, и все там типа норм? Интересная жизнь у девочки, конечно, получается. Кори Тейлор все стоит. Я понимаю, мне туда, но что-то мне все равно нервно двигнуться лишний раз. Что? Что ты видел? Я не буду даже смотреть. Стоит, блин. Ну ладно, чау. Ой. Я перепутала кнопку. Я нажала на F вместо E. Я надеюсь, тебе показалось, хлеб. Все, и чуваку насрать там это, да? А все, скрипт кончился. Если вы не против, продолжу уходить на ползунках. Что это? О. Та хрень, которая нам нужна. Пум-пум-пум. Пожалуйста, не обнажайте главную героиню. Блин, это как... Если там реально сосок, это, получается, будет как... Ситуация, как с мультфильмом, этом самым «Маша и волшебный орех», вы знаете? Вот этот отстойно выглядящий русский мультфильм «Маша и волшебный орех», там, оказывается, модельки все изначально обнаженными рисовали. И где-то в сети можно даже найти эти все моменты с обнаженными героями, где они просто на ветке сидят, фиг знает. Отстой. Шайта. Унитаз. Скибиди туалета. Да, ребята, Риз. А чё нахрена эта дверь?
Залезай в толчок. Залезай в толчок. Ладно, нельзя. Чисто в научный... Пойду проверю. Ну давай. По-моему, на Википедии, кстати, можно найти. Там надо по гиперссылкам поискать. Впервые слушаю. Ну так вот. Просто знай. Причем Маша в этой, ну как бы, в этом мультфильме, она как бы несовершеннолетняя. Ла-ла-ла, мы идем, мы в туалет зашли, ничего не нашли, ничего не сияло, ничего не гремело. Мне кажется, я немножко охренела. Ой, блин. Нажала на кнопку выключить фонарик и испугалась. Вот это я молодец. Ой. Кэнди, боже мой! Алексия, у тебя есть эпилепсия? Давай проверим. Ладно. Квякуно хазы сакуай? Чё? Ты меня путой назвала? Вамахос. Германо. Мокоза. Сама такая реальная. Закон пипи. Опа, ключ. Где? Дивуль? Я буквально на мгновение отвернулась. Ты меня, Кенди, оставила одну. Это что за хрень? Ладно, это не отсюда. А. Ты чё? Ты чё встала? Ладно, я поверю тебе и... Что там? Ёшкин мадриш ты. Ой. Ни хреново так-то. Ну что ж, Алексия. Видимо, похоронит тебя без головы. Произведение искусства. У чувака пошла кровь из носа, и он просит за это 30-ку. Поняли отсылку? Поняли, поняли. А в туалете есть дверь? А нахрена тогда она тут? А куда нам? Сюда? Нет. Не сюда. А куда? Я так понимаю, белые двери, они бесполезны, можно их даже не дергать, но я буду. Нет, не сюда. Там есть какие-нибудь дверцы? Нет, дверцев нет. Хорошо, туда. А, все, туда. Все, я поняла. Я поняла намек. Я поняла намек. Дверь прямо передо мной, я поняла намек. Есть ублюдок. А куда он там сбежал? Все двери-то позакрывались все. Никуда не зайдешь. Я буду на картонах чисто. Блин, знаете, я сама наклоняюсь в реальной жизни, блин, как будто от этого хоть что-то изменится. Ладно, туда пойдем. Ла-ла-ла. Ребята, вам страшно? Ребята, вам страшно? Ребята, вам весело? Ребята, вам прикольно? Ребята, вы сегодня кушали? Ребята, поговорите со мной. Мне страшно, может быть, немножечко, может, чуть-чуть. Ха, не. 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 Не пойду. Ладно, пойду. У меня нет выбора. У меня нет выбора. Сейчас у меня тут это... Проверь кое-что. Все. Точно надо было проверить. Ладно, сейчас погодите. Да, я тяну время, да, я тяну время.
Вы правильно поняли, вы правильно угадали. А еще я убираю резкость, потому что меня на самом деле начинает бесить, что у меня из-за нее вырастают усы. Так, ладно, ублюдская твоя рожа. Кори Тейлор! Пошел нахрен! Сейчас надо посмотреть, как он ходит вообще. I remember before I forget. И там вся фигня. Где ты там встал? Ага, ага, ага. Туда встал. Я голову наклоняю зачем-то опять. В реальной жизни. Потом он идет сюда. Ага. Сейчас он, короче, вон туда пойдет, короче. Там, сейчас он здесь остановится, потом уйдет обратно. Когда он будет идти спиной. Ну, короче, увидите. Пару раз сдохну, и все увидите мою задумку. Это кто дышит? Это она так дышит? Все, мы идем. Все, теперь он должен... Угу. Блин, нам нужно... А, все, мы прячемся вот тут. Пошел нах, урод. Слепой ублюдок. Все, чау-чау. И все, сейчас скрипт сработает, и мы идем дальше. Ну и насрать нам абсолютно, да. Все, его там больше нет сзади, я абсолютно уверен. Ой, блин, Дивуль, может тебе прокладку дать? У меня есть с собой. Любая ответственная женщина должна носить с собой дополнительную прокладку для бедоважной женщины, которой не повезло, что в этот день у нее тоже начались месячные. Неплохая инсталляция. Очень интересно, что хотел сказать современный автор этим. Над этим можно очень сильно подумать. Давайте приглядимся поближе. Как красиво, как прикольно. Эта рука слишком огромная, чтобы быть человеческой. Может быть, наш маньяк поймал Бигфута? Думаю, туда стоит пойти. Ух ты! Вау! Это очень красиво, это очень концептуально. Я считаю, что любой уважающий себя человек должен посетить эту выставку. Вам так не кажется? Вау, я в восторге. Это очень симпатично. Вау. Вау. Ну ладно, ключ. Теперь я чувствую, мне нужно спрятаться, да? А не, за мной никто не бежит. Бигфут! Юда! А что, на меня что-то капает? Или это свет какой-то странный? Это что на мне? Это что на мне? Что за... Почему на мне пиксельная кровь? Ладно. Давайте посчитаем, ребят, давайте будем учиться считать. Сколько трупов висит на стене? 1, 2, 3. Правильно, молодцы, ребята, вы просто умнички. А теперь... Нет, подождите. Вы не умнички. Вот еще. Теперь давайте еще раз. 1, 2, 3, 4. Мы теперь умеем считать до 4. А как насчет того, чтобы посчитать, сколько трупов находится на полу? 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Молодцы, ребята, вы просто умнички. ЕГЭ по математике сдадите вообще отменно. Вообще супер. Скоро будет 5. Ну, смотря куда меня положат. Сколько конечностей лежит? Ладно, все, устал. Мне не так много платят, чтобы я вот с вами тут игралась, как бы. Ублюдство ходит? Не, ублюдство ушло. Ну, я типа, я так и знала. Ну, скрипт сработал, все. На всякий случай дернем дверку. Белые двери бесполезно трогать. Тебе платят орешками, моими любимыми, и изюмом. Мне этого хватало на жизнь.
Но считать конечности это уже чересчур. Я потребую дополнительный гонорар. Можно мне тоже? Развлекай народ. Орешки, да, конечно, без проблем. Буду называть тебя Белочка. Не, мне тут не нравится. Вот тут мне больше нравится. 1, 2, 3, 4. Помните, ребята? А сколько на полу было трупов? Ой. Извините. Извините. Извините, я не хотела на вас наступать. Ну, вам уже насрать, скорее всего. Ладно, все. Яйца в кулак, там, яичники в ручки и пойдем. Комната жены. Комната невесты. Удивительный декор. Школа ремонта тут должна побывать, наверное. Мне кажется, нужно покрасить стены в другой цвет, а так все идеально. Ну ладно, все, поперли. Топчи давай землю русскую. Блин, да что ж тебя раздевает-то? Стены в зеленый. Ну вот, да, чтобы у меня еще волосы сливались, короче, когда я рядышком стою. Чувствую, я тут могу побегать чуть-чуть. Ну, так по-детски развеяться, знаете, типа, ха-ха, побегушки, ха-ха, побегушки. О, я тут спрячусь, если что. Надо тут в прятки поиграть с друзьяшками. Вот это будет вообще имбовый батл. Я бы даже сказала хайповый. Ладно, что тут у нас? Нахрена ты сюда вообще попёрлась, Кэнди? Мы уже, кстати, час играем, у нас еще 2 игры. Ой. У него рука вовнутрь вошла. Ой. Well. Клетки с друзьями и маньяком. Ну все. Кори Тейлор обезумел. Ой. А где он? А где? Где он другаля нашего кокнул? А где тут новогодняя? Ну, вначале елочку, помнишь? Куда мне топать? А это просто музыка или меня пугают? Свитер еще вот. Ладно, хорошо. Вернее, конечно, ничего хорошего. Где он вообще там бегал, топал? Можно мне это пропустить? Я сейчас 1000 раз тут убивать буду, я не хочу смотреть. Как нашему другалю размазывают черепушку. Стой! Суп готов. Ой! Где? Где? Я слишком шумно пошумела! Я слишком шумно пошумела! Где уродец? Он, судя по всему, от меня не отстанет, типа. Ой, 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 чувырла, пока. Чау, 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 какао, чау, какао, чау, какао, чау, какао. Тебя уродская рожа. Ты просто пародируешь Кори Тейлора. Мы все об этом знаем. Мы все об этом знаем. У тебя нет собственной личности, поэтому ты притворяешься, короче, этим самым. Вокалистом Slipknot. Вся фигня. Сюда? 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 Правильно, правильно, правильно. Молодцом, девочка, молодец, Кэнди. Молодец, конфеточка моя. Ребята, мне нужна срочно моральная поддержка. Мне срочно нужна ваша моральная поддержка. Я этого очень сильно требую. Пожалуйста, помогите мне. Я маленькая девочка по имени Конфетка.
И чё это? Опа. И чё это значит? И что это значит? Я должна его поднять? Я должна его поднять? Я должна его поднять? Я должна сама подняться? Что я должна сделать? Что это? Ой, что это? Я ничего не поняла. Но меня убили, типа. Окей. Окей, understood. Я поняла. Все, это самое все. Давай, ты смотри. Давай, Зай, давай. Давай, Зай, я в тебя верю. Keep going, I know. Да, все, я поняла, короче. Все, сейчас мы вообще без шума это все сделаем. Потому что я начала паниковать. Сейчас тут у меня спадет. Он просто вообще не отстает уже, если, ну, типа, черта громкости уже поднялась на максимум. Все, он уже не отстает. Он будет гнаться, пока во время кат-сцены не оторвет тебе все, что можно оторвать. Куда он делся? И куда труп делся? Опять понес в свою комнату, что ли, он это все? Great. Давай, white woman go, white woman girl go. Я в легком напряжении. Признаться честно. Буду с вами честна и откровенна. Я в легком напряжении. Сейчас. Сильно ты топаешь, моя девочка. Где мистер Урод? White man jump scare for you. For you. Да, и он ничего не понял. И он тупой. L plus ratio plus ты тупой. Я надеюсь, оно не сильно будет? Ну, скорее всего, да. Так, я, блин, поэтому можно... Ай. Он услышал просто, Я вижу ее глазницы пустые. Я ничего не умею. Так, все. Вали, давай. Тупица тупой, вообще бестолковый. Иди в жопу. Куда он там упер, интересно? Вообще насрать, если честно. Вообще мне пофигу. Ой, натоптала. Чуть-чуть, по чуть-чуть. Нам некуда торопиться. Всего лишь там маньячело за нами гонится там, да? И убил двоих наших, судя по всему, друзей. Вообще насрать. Если что, это не я дышу. Я вообще не умею это делать. У меня носа нет. Где наш уродский Кори Тейлор? Громко ты топаешь. Девочка моя, ты чего? Главное не пукать, реально. А вот и Кори Тейлор. Вот стоит, блин, чучело. Давай, спой! Спой! Пой песенки. Ну ладно, он не поет. Может, мне спеть тогда? Что ты так громко дышишь? Ты там долго собираешься стоять? Алло! Пока я не спою, ты не уйдешь? Что с ним делать? Я не знаю, он что-то не уходит. Может, он слепой? Ну, не знаю, он очень хорошо умеет попадать по головам. Даже из-за угла. Может, не подальше отойти, у него это скриптом.
Лососёвый ты урод! Чё ты тут встал? Ты реально слепой? Слепой, как кротик? И чё ты встал? Я играть хочу! Может, где-то там пошуметь можно? Привлечь его внимание? Окей. Кротелло, блин, вообще. Я только на расстоянии своей кувалды, походу, реально. Сейчас, погодите. Может, я смогу его как-то привлечь? Damn, boy. И все. И все, чуваки, и все. Он же с жопой пошел буквально за мной. Он все, он теперь от меня не отвяжется. Все, ребят, был скример. Трындец. Ладно, давайте так. Мы и так слишком много времени уделяем этой игре. Давайте сейчас последний раз попробуем мы все это решить, да? Если не получится, он опять встанет и будет мне мешать своей уродливой рожей, то мы тогда переключимся на другую игру. Это будет долгий стрим. Надо было толкать у него на виду и пофиг. Да не, она же просто шумит, эта зараза. И поэтому он бы услышал, и все равно бы меня, типа, убил. Да, Кори Тейлор? Надо другую кликуху ему придумать. Он там стоит. Ублюдская рожа. Ой, трындец. Ну, кто такие подделки делает? Покитейл. Мы немного топаем. Выключатель. Я вообще, кстати, не представляю, что она собирается делать. Типа сейчас она на лифт закинет вот это вот ублюдство, да? И чё? Я не понимаю. Чё она там выдумала? Наша конфетка сейчас чуть спадет. Шоколад. Он где-то там должен быть. Вообще хз, где он, если честно. Че я тут пытаюсь предсказывать что-то? Ой, это было ни хрена не громко. Ну тащи давай. Только стоя. Конечно. Толкай и насрать, абсолютно. Давай, толкай. Ой, идет. Че-то там услышал непонятно и двигалась, блин, хреновня в его сторону. Ну что-то вообще насрать. Не так ли, чувак? Все, уходит. Сейчас он там за угол завернет. И через пару секунд мы опять продолжим, короче, вот это вот вытворять наше свистопляство. Шуруй. Шуруп. Урод. Твоя мама тебя не любит. Все, наговорила гадости, и можем продолжать. Погоди, как показалось, да? Я не оставила никаких улик. Все шкафчики закрыты, все ублюдства на месте. Сейчас он в мою сторону пойдет. Я думала, он не с этой стороны ко мне подойдет. Ладно, давайте тогда в другую игру. Потому что это слишком много времени у нас заняла. Ну, ее нахрен. Потом. Как-нибудь в другой раз.
ё-моё. Сейчас реально, ладно, было жутко. А вообще, в целом, какая-то хреновня. Мне не очень зашло, если честно. Да всего часик с лишним, действительно, с учетом того, что у нас еще есть две игры. Так, Don't Stay Awake давайте теперь поиграем. Don't Stay Awake. А Габриэль Дианджело DC Studio. White Man Jump Scare. Да, окей, чувак, окей. Я не понимаю, что это все значит. Уху! Опять никаких настроек. Я вам чуть погромче делаю. Кстати, да. Наша девочка, любимочка, уже съела вот эту вот конфетку, так что я могу ее убрать. Было страшно, когда я кричала, наверное, да. Или ты про эту заставку студии. Я сейчас, короче, отойду на секундочку, я писать. Вот, и мы продолжим с вами играть. I'm back. Hello. Ладно, play. Let's go. December 24th там написано сзади, я закрываю своей спиной. Вообще-то сейчас 27 декабря. Ладно, думаю, это сейчас. Пресс 6? To get up? Или это G? Что это значит? Это Е. Это Е такая. Сколько времени, Аболтус? 00:37. Нахрена? Ладно. Много одежд всяких ублюдских. Фу, живете вдали от цивилизации. Нафиг она вам женщина. Женщина. Они сами... мне нужно что-то, чтобы привлечь его. Приготовьте молоко с печеньками. Мы привлекаем какого-то незаконного человека в наш дом. Ой. Можно сенситивность камеры? О, с 28 должен прийти твой подарок. О, кстати, да! Я очень сильно жду, мне очень сильно интересно, что ты мне там приобрел. Пресс и to hide. Вот тут и выглядит нормально. И типа в смысле hide. Нам нужно тут будет прятаться? Я вообще, если честно, ненавижу игры, где тебя кто-то преследует. Это самое страшное. Сейчас не время прятаться. Ты уверен, ты собираешься при помощи молока и печенек призывать в свой дом какого-то непонятного обросшего старика? Ладно, что тут у нас? Телек, включай. Разбуди родителей. Таукан! О! Смывайся. Смывайся. Такой, кстати, мультфильм есть, вы знали? Это мультфильм моего детства. Не то, чтобы он мне сильно нравился, но как факт он есть. Так и называется, «Смывайся». Это про... Ой. Это про крысу, короче, про мышку, которую смыли в унитаз. И он там в канализации тусил с какой-то рыжей тоже мышкой. Ладно. Типа, погодите. Мне нужна чашка и тарелка. Но они вон там. Ага. Стоп, погодите. А тут больше нет, что ли, комнат? Нет, вот комната еще. Мама и папа спят. Все, хорошо. Я-то думала, что мы ребенок, который живем одни. Плюс чат-то хочет так же.
Как, чтобы тебя смыли в унитаз, или чтобы к тебе старый какой-то дед пришел домой без... О, без приглашения. Что это? Это бургер. Бургер, банана, бред полный. Я могу, кстати, присаживаться, там еще что-то. На всякий случай, это как бы важно знать. Ладно, нет. Да. Ой, не-не-не, открой. Гарлик. Учи мой английский со мной. Гарлик. Кока-кола. Милк, кстати. Милк! Сказала. Милк. Ой, окей. Что мне подставить-то? А, стульчик, наверное. Бери стульчик. Now is not the time to hide. Да понятное дело. О, столько полигонов у этой шняги, нифига. Залезай. Залезай. Ну, чел! Что раз полным обзывать? Кого я назвала полным? Извините за фэтшейминг. О, фига, полигоны. Раз, два. А мне, кстати, нравится так ставить. Почему бы на место стульчик-то не поставить? А какая жопу разница? Тебя что, отец убьет за то, что ты стул обратно не поставишь? Невероятно, кстати. А зачем тут 4? Типа мама, папа, я. И не родившийся ребенок, который на самом деле вырос и стал Сантой. Такой замес. Молочко. Опча! Блин, с Сантой, наверное, быть вообще кайф. Ну ты там наливай. Меня не пускают. Хрена какая струя. Ладно. Поклашь обратно. А, яйца, мясо. Что это? А где кукис? А где кукис? А кукис? А? Почему это... Он почему-то застрял на месте. Не двигайте табуретки. Не скрипите табуретками. А? Зайка, успокойся. Что, вот это кукис? Это айскрим. А это хот-сос. Ай! Ударил. Тут мид. Может, мясо сырого положить ему и бог с ним? А, вот кукис. 4 кукиса достаточно. О, тебе прилетит за это. Получишь... А, я думал, он съел. Получишь несколько, короче, мешочков угля. Придурок. Еще и нечетное положил количество, как будто бы ты... Нечетное количество положил, понимаете? Как будто бы на похороны. Теперь я могу спрятаться и дождаться его. Ты эту хреновню закрой и спрячь, чтобы он не знал, что у тебя есть еще. И что ты жмотяра. Ой, я что-то видела там. Три минуты спустя. Мне нужно пописить. Тебе не нужно пописить, чувак. Ты сейчас можешь пропустить Санта-Клауса в любой момент. Ладно. Пописить так пописите. Вообще этим надо заниматься перед тем, как приманивать Санта-Клауса, Деда Мороза, там в кого ты там веришь, Папа Фрост, Деда Мраз. Вот это вот все. Все пописал. А зачем? А почему там был звук ширинки? Чувак, ты спишь в джинсах? Исследуй, мне говорят. Просто и парниша уже. В чем тут они? Мам, а что дверь моя закрылась? Наверное, галлюцинация. Потому что я уставший. Просто и парниша, я помню только мемы со Спартой. Что за помехи? Справа, слева, везде помехи. А вы, кстати, вот давайте продолжим тему с... В смысле не время прятаться? Ты какую-то чушь видел. Ладно. Если продолжать тему про всякие этих самых... Выживание в бутылках, кстати, да, тоже было такое. И мне тоже очень нравится. Нравилось, вернее.
Вот что шуршит. Сейчас, подождите, я хочу мысль закончить. Я сейчас рассказала про помеху справа, и я сразу вспомнила просто какую-то девочку маленькую. Просто когда я помельче была, на карусели была передача про правила дорожного движения, и там типа был какой-то милиционер и его помощница, девочка по имени Помеха справа. Что-то вспомнилось, не знаю, кто-то смотрел. После этого скачивала эту карту себе на телефон и играла. О, скачать на телефон карты такие, это вообще было имба. Ладно, это было странно. Действительно. Ладно, все, прячемся. Только не говори, что ты захочешь писить опять. Включился сам снова. Сиди на жопе смирно. Сиди на жопе смирно и не лезь никуда. Теперь спи под столом. Тупица. Тупица. Ладно. После увиденного ему уже захочется какать. Во. Видите, это мой дом? О! Это он, мне нужно спрятаться. Вот именно. Беги! Now is not put some cookies? Put more cookies? В смысле, ты сказал прятаться? Одной ему достаточно! Он режет дверь мою! Он режет дверь мою! Ля-ля-ля-ля-ля-ля! Подору! Он режет дверь мою! Беги! Here's Santa! Я реально испугалась. Я даже отвернулась. Я просто не ожидал. Блин, да ё-моё, я должна была типа спрятаться, а потом в моменте поменялась. Я потеряла драгоценные секунды. Кто так поступает? Damn, what the fuck? It's my house. Yeah, I know that. God damn it. Когда у меня меняется сейчас это? Где печеньки? Вот именно. Все, без паники. Мы паниковали зазря. Это нам делать не надо. А чё он так шустро начинает все опять резать? Вообще возможно? Я вообще... Да блин, положи! Тупица, блин. Сейчас он все, он лезет сейчас. И все, конец. И оторвет штаны. А все. Это не такой Санта, а ты откуда знаешь? Ты его видел? На коленках сидел у него? Если бы я была ребенышем, я бы не догадалась, что мне типа нужно, ну, снова положить печеньки. Жри. Блюдо. Я думала, он на меня смотрит. А чё он убивает? Типа, почему? Почему? Что он мне оставил? Я сейчас напряглась, реально. Наверное, лучше открыть это в спальне. Почему? Именно в спальне. Сейчас скример будет. Это чисто, знаете, синдром Таттлтейла сейчас будет. Если вы знаете, о чем я. О, фига, полигончики. Где подарок? А чё там? Сын, завтрак на столе. А? Всё сон? А, это всё сон, но я написала кровать. Теперь слизывать придется. Ну, слезай уже с кроватки, задолбал.
Птенцы пропели, спать пора. Ой, вставать пора. Конец. Браво. Браво. Мы проснулись с обоссанными штанами. Слизать или слизывать? Да. Ну, конец получается. Ладно, это, конечно, было послабже. Просто в этой Кэнди я уже, ну, не знаю, у меня сил на нее уже не было, если честно. Так что теперь у нас Slay Bells. Последняя игра на сегодня. Что там, секундочку, тут написано Read me. My name is Blake McKinnon, and I'm an indie game developer and YouTuber. Good for you. Let's check your game. Absolute Cinema. Так, у меня тут спрашивают размер моего экрана. У меня он 2560 на 1440, но я не знаю. Просто дело в том, что если я прям свой размер экрана ставлю, то у меня начинает подлагивать моделька. Это, наверное, не есть хорошо. Но и при этом и на маленьком экранчике смотреть не хочется. Мерила? Нет, я просто знаю. Я просто знаю. Ладно, если что, потерпите немножечко лагающую модельку, хорошо? Сейчас. Ай. Тут, короче, BMP Studio. Slay Bells. Slay. Кому подарок, чат? Who made this game? My mother. Slay. Slay. Slay 8, дива. Канун Рождества я все еще... Ой, блин, сейчас. Канун Рождества, и мне все еще приходится снимать одежду в этом ужасном городе ради денег. Короче, мы, походу, проститутка или типа что-то того, или стриптизерша. Сейчас. Сай. Мне лучше доставить этот подарок на этот подарок для Билли перед тем, как станет слишком поздно. Мне интересно, он вообще помнит, как я выгляжу? Он не видел меня на протяжении месяцев. Ну, по крайней мере, с того момента, как он начал жить со своим отцом. Почему они вообще забрали его у меня? Я скучаю по моему маленькому Билли. Насрать, клади в огнище. Клади в огнище, срать вообще на этого Билли. Ладно, пойдем. Слей, total слей. Так, кстати, да, у нас сразу есть это. Кэнди такое даже и не снилось. Если захотите, мы можем потом Кэнди доиграть. Начнем снова, мы уже будем понимать, что и как делать. Можем попробовать снова в нее поиграть. Но именно не сегодня, как-нибудь в другой раз. Так, вот там Пип Хаус. Ну, вроде Пип, это тоже какое-то обозначение проституток, что ли, если я не ошибаюсь. Нажмите Q, чтобы, короче, свою цель показать. Доставьте подарок Билли. Окей. Я на И нажимаю. Почему я не иду вперед? Чё ты тут уселся, пентюх? О, тебе не холодно, Дивуль? Ну сиси отморожись. Ну ё-моё. Happy Christmas! Merry Christmas! Ладно, хорошо. Ничего хорошего, конечно, это очень грустно все. Машинки. I wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry... О, у нас стамина, кстати, есть. Мне нравится. Оп. Побегунчик. Если есть стамина, значит нужно будет от кого-то убегать. Эй, таксюль! Игнорщик. Потому что я проститутка, да? Что-то стрелочка показывает на что-то желтое, и это типа твоя цель. Я ни хрена не вижу, если честно. We wish you a Merry Christmas. Hello, ugly bastard. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Мы идем, куда не знаю, что мне делать, я не понимаю. Мы найдем этот дом. Когда-нибудь мы его найдем. Happy Christmas. Happy, happy, happy. Happy fucking Christmas. To you, my little Billy, you stupid piece of shit. Nobody even likes you. Еще одна бедняга. Морозишь сиси, дорогая. Ну, зато ты знаешь, наряжена так.
Как Джокер, если честно, только наоборот. Джокер наоборот. Ой. Что это было? Так, я вижу тут столпотворение. Ты, кстати, смотрела фильм «Крампус» 2015 года, говоря о хоррорах и Рождестве? Я знаю про такой фильм, но я его не смотрела. Я хочу себе на кассетах, короче, как она называется? «Рождественская резня», что ли? Я видела хоррор-фильм старенький. У меня, кстати, дуалинга скоро меня опрокинет через плечо. Сейчас, секундочку. Я, по-моему, даже сохраняла себе на Авито. Я очень сильно хочу себе еще на кассетах фильм, этот самый, как он? «Клоун-убийца из открытого космоса». Очень сильно хочу. Так. О нет, тут купил Сегу Сатурн. Так расстраиваюсь каждый раз, когда что-то покупают, хотя у меня нет денег вообще сейчас. Купил Resident Evil. А, нет, я не сохраняла. Ну, в общем, что-то такое, да, резня под Рождество. Старенький такой слэшер. Очень хочется. Мужики. Hello. Hello, guys. Woo! А куда мне? Do not cross. I see. А чё мне делать? А, вот, вижу желтое. Желтое! Желтое! Мы идем! Я потеряла желтое. Мимишь, Merry Christmas. Вот сюда, наверное, да? А, не. Чё пялишься на меня, уродливая твоя рожа круглая? Куда? Ой, еще один бомжира. Привет! А, сюда, все, вижу. Пресс и интеракт. Ай. Блин, просто тупой шрифт, я сейчас вглядываюсь. Я просто оставлю подарок здесь. Я сомневаюсь, что он захочет меня видеть сейчас. Я лучше пойду домой, пока не стало слишком поздно. Я не хочу быть снаружи после полуночи. Счастливого Рождества, Билли. А потом мамашку убили. Мы можем бить! Сейчас. Девочка, прости меня, пожалуйста, ради бога, я очень сильно извиняюсь. Она фарфоровая какая-то. Они тут все фарфоровое. Чё она туда не разбивается? А полицаи что тут устроили? Мужики, я эту игру видел у кого-то, правда? Я что, не одна-то такая? Убить всех, кто посмел играть в эту игру. Мне интересно, что тут происходит? Наверное, я этой дорожкой не попаду домой. А мне придется пройти через метро. В принципе, это не так уж далеко. Может, ты спросишь у полицаев, типа, эй, мужикессы, what's up? Что за хрень? Нет? Какая музыка приятная. Subway, спасибо! Прям как в Silent Hill, чисто Subway вон там. Interact with E. I know. Что-то разом стало как-то не Merry Christmas. Бургер! Тести бургер, yeah! А что там? Фу, вены. Или это как метро? Насрать. Чё это? The Cat and Mouse Experiment. Ooh. Do you take part in experiment? No. Hot sausage. Oh, hot sausage. Класс. Cool. Вот бы бургер. Реально, я хочу веган-бургер. Все, нахрен ты про это сказал? Я хочу веган-бургер. Есть у меня просто в городе одна, вернее, я вижу труп. Подожди. У меня есть, короче, одна кафешка веганская в моем городе. И, блин, там такой вкусный веган-бургер. Это просто уф. Ну, там в целом очень вкусно. Несмотря на то, что веганское, все, конечно. Но прям веган-бургер, это прям, это очень вкусно. Я бы с удовольствием поела. Ладно, труп. Press E to interact. Что ты собираешься с ним делать?
Я думал, скажешь, нафиг стрим, иду за веган-бургером. Там уже все закрыто, у меня еще чуть-чуть, и будет еще, и сейчас будет 28 декабря. У меня почти день закончился, а я еще не сплю, а мне надо. Она просто вдыхает. Чё? He is being disemboweled? Я не знаю такого слова. Что за маньяк такое бы сделал? Ну, маньяк. Веган-бургер с мясом? Не-не-не-не, там соевое мясо, наверное. Но это не совсем мясо. Ну, то есть, как бы не животного происхождения. Но что-то там взамен есть, да. Мне, наверное, лучше сбежать отсюда, пока что-то там не вернулось. Чувиха, там темно. Чувиха, там темно. О. За мной просто тьма идет. Police line, do not cross. Что-то police line, что-то не говножуи какие-то. Ни хрена нормально не... Пэу. Это видео, сучка. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. And some dead people too. Прошелся. А чё он оттуда вылез? Ой, это туалет. Покачал. Ха-ха! Чуть-чуть собираем стамину. Опа! Ну ладно. Ла-л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 а. Я не ожидала, что он оттуда вылезет. Он умер. Как жалко. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and some Happy New Year. We wish you to die tomorrow morning. Я тебя вижу, утырок. Покачучего. Говнючего. Я иду там, где мне нельзя идти. Я такая вообще. Оторва! А далеко ли я уйду? Походу, да. Походу, мне туда и надо. Тесса вообще поезд. Реально, мне вообще насрать на все это. Вокруг меня бегали вот эти вот чуваки из Subway Surf. Походу, мне не туда. Мы идем обратно. Мы идем обратно. Мне очень темно. Ну и ладно. Ла-л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 а. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. Ми-ни-ни-ни. Подпевайте. Шо вы тут это? Боитесь этого уродливого Санта-Куклуса? Куклус-клануса? Сама пошутила, сама посмеялась. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Слева сверху карта, да я вижу, я просто вообще не понимаю, как она работает. Потому что вот эта вот желтая метка, она то появляется, то исчезакает. Мне сюда? Опа, побежали. Ага! Damn, fuck, I'm smart. Оу, фу, месячные. Damn, guy. What the fuck? Его очень сильно порезали, лучше, чем предыдущих. Показывала, что... Да, она что-то показывает, вот эту вот желтую меточку, но я вообще не понимаю, как мне в ее сторону двигаться. Что вроде в ее сторону я двигаюсь, а потом она исчезает.
Если, короче, тот факт, что его потыкали, не убило его, потеря крови точно это сделала. Я вижу что-то синенькое. But I guess I shouldn't be here. Ла-л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 а. I think we're going to die here. Ну, могла бы попросить у полицаев, типа, блин, ну скажите, что тут происходит? А, тут маньяк и несколько трупов. Блин, можете, пожалуйста, какого-то вооруженного вашего бравого полицейского, молодого, красивого, сексуального, попросить его провести меня до дома, мне очень страшно. Не? Надо лезть в очело. Попросила бы, типа, ну, Леон... А я только хотела сказать, кстати. Попросила бы молодого Леона Кеннеди везти тебя домой. О, Кроубар. Ой. Могу им драться. It's great. It's cool. Утырочная рожа. Используй! На нем! На нем! Мне не страшно. Куда мне идти надо было? Я как-то... Я тоже испугалась. А, меня... А я его. Нет, еще подышать надо. Ой, трындец, это трындец. Я просто не ожидала. Ладно, что я оправдываюсь? Реально страшно. Мне, кстати, наверное, надо поискать какие-нибудь игры старенькие, именно на PlayStation 1, там какой-нибудь такой эры. А вот, тоже, наверное, новогодние какие-то есть, надо посмотреть обязательно. Я же все-таки хочу себя типа как ретро-геймер позиционировать, да, так что надо иногда вот все-таки такое привносить. Я просто разговариваю, потому что мне сперло дыхание, и я не могу успокоиться. Чего его бояться? Он хочет подарить топор. Да, в придачу еще и с моей головой, не так ли? Прямо отсюда! Ты что, сука, издеваешься? Вы же знаете меня, я очень нетерпеливая, я сейчас выйду. Я испугаюсь, я выйду. Я сейчас выйду, и вы все в этом... Я не хочу на тебя смотреть. А, ладно. Лох. Сдох-подох. Ну ты идиота кусок. We miss you, Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We miss you a Merry Christmas. And a Happy New Year. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Урод, тебя убила судьба. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Куда мне бежать потом, когда я возьму это ублюдство? Я не понимаю, я не знаю. Скрипт не сработает, пока я не возьму кроубар. Ведь так? Все фарфоровое. Я сейчас пытаюсь разобраться, куда мне потом идти. Потому что я пыталась все это применить там, где, по идее, это все должно применяться. А оно не сработало. И что мне делать? Стелсом? А что тут? О! Тут можно приседать! О! That's nice. Это хорошо. Ненавижу стелс. Откуда он выйдет? Я ненавижу стелс. Но при этом я, кстати, очень сильно хочу поиграть в Metal Gear Solid. Это он из-за чего?
Кто кого? Урод! Бей его, я бью! Я еще и в рожу ему свечу! Хау-хау-хау! Это мой куки-кликер! Ой, блин, щеки заболели. Вернее, не щеки, а мои скулы. Ой, живучий, да вообще трындец. Давай по лицу ему. По лицу. Реально свело сейчас щеки. Улыбалась слишком сильно. Ну, чувак, ну ты там это, типа... Ну, знай меру. Ну, задолбал. Кстати, двинуться не могу. Я не могу двинуться, только встать. Ну что ж. Ай. Стоп, мне неприятно. Ладно, еще раз. Но я уже, если честно, у меня как будто бы башка начинает отключаться. Понятное дело, уже ночь поздняя. Я обычно в это время уже сплю. 10-й сон вижу. А я и тут сижу, играю. Лох. Ну, короче, понятно, я поняла, откуда он вылезает. Вроде бы поняла. So, нам нужно попытаться. Ну, и понятно, вот сюда нам надо. Также я что, лег в 5. Так делать не надо. У меня просто это, ну, с кукушкой проблем, поэтому рано ложусь спать. О чем мне... Ну, почапали. Ну, пойдем, реально. Идешь? Молодец. Пойдем, пойдем. Это будет долго. Ты идешь? Точно, я ж повыше становлюсь на лестнице. А куда мне топать? Ну вот эти доски нет смысла тарабанить, да? Значит, где-то на станции надо. Ну да! Действительно. Ладно, почапали. Ла-ла-ла. О, боже, это труп! Пойдем дальше. О, нет! Насрать. Абсолютно насрать мне на все это, на вот это все дерьмо. Где кробар? Где кробар? Просто ю, реально. Пофигу. Мне абсолютно пофигу. Теперь мы берем вот это и бежим. Тихо, 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 чувак, спокойно, спокойно. Давай, держи себя в руках там это. Не нужно лишний раз трогать женщин. Особенно, когда у них монтировка, типа. Сейчас. Ускорение. Ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Он еще бежит за мной, да? А какого хрена? Фак женщин трогать не надо. Реально. Лучше этого не делать. Заразные там хз. Все, отвалился. Ну и пошел нахрен.
Все, скрипт сработал! Шибумба. Дверь только за собой закрыла бы, зараза! Тесты бургер. Полицию зови! Дурнолюбка! Как-то стало тихо. Куда все ушли? Блин, не знаю, в райские врата? С полицией поговори, скажи им привет, уважаемый, за мной гнался ублюдок с топором и даже саданул меня один раз, и я кровоточу. Но нет. У меня, кстати, мурашки по ноге пошли. А может, мне просто мои волосы на ногах щекочут? Одно из двух. Я там что-то видел, нет? А, вот, что-то там я вижу, да. Вообще, как странно работает этот компас. Я живу тут. Где я живу? Такси. Я не тут живу. Пиу. А, где-то там. Я живу в ящиках? Я живу... Why do they have to keep locking this gate? Почему они все время закрывают этот... Врата! Она выглядит поврежденной. Я могу разбить, ну, сломать эту хрень. Я читаю! Я плюнула себе на телефон! Я читала, как бы! Чувак, прости! Прости, что я не англоговорящая, и мне нужно Что это сейчас? Прости, что я не англоговорящая, мне нужно переводить своим зрителям, что там написано. Че ж ты такой нетерпеливый-то, сука, я реально плюнула на телефон. Чтение убивает, да, поэтому я не читаю. Азбуку один раз прочитала, мне не зашло. Не советую, говно полное. Я надеюсь, это тут чекпоинт будет, да? Плиз, плиз, плиз. Ну окей, короче, сейчас дверь не трогаем. Абсолютно насрать. Я видела синюю метку, короче, на карте. Должно быть, это что-то вроде кувалды. Так, все отлично. Будем искать, значит. Это что так цихпно? А где моя монтировочка? Они забрали мою монтировочку. Скоты. Так, ладно, не сюда, не туда. Сейчас, найдем. Или нет, а хрен его знает. Найдем, не найдем, я не знаю. Все опечатали, мрази. Что-то там. Не помню. Let it snow, let it snow. Больше я не видела синей метки на карте, если... Ага! Спасибо, сука, это ты закрыл! Ладно. Поставился. Почапали. Сказал хлеб, на тебе. На тебе. Не трогаем, если что, ворота. Они нам нахрен не сдались. Ну, как бы сдались, но как бы и насрать. Как бы не надо скрипт, чтобы у нас сработал. Я надеюсь, предмет, который нам нужен, тоже не будет появляться из-за скрипта. Я вижу синюю метку. Я вообще не понимаю, как это работает. Можно становимся ближе.
Ой, как мило. Ой, какая прекрасная мизансцена. Ой. Я не хочу. Я не хочу. Страшно как бы. Sorry, guys. Мне стрёмно. Хорошо, хорошо. Ой. Прости, ну чё это его бьешь, ему и так досталось. Теперь бежишь и плюешь на всех. Паркуй, где хочу. Бегу, куда мне надо. А куда мне надо? Как неожиданно и приятно вообще. Подогнал Дедушка Мороз прекрасные подарки. Я ему оторву нос. Такие тут у нас порядки. Где? Ау! Куда-то я себя завела в тупик, наверное. Мне послышалось, что я что-то... Мне послышалось, что я что-то... Мне насрать. Я кругами как будто хожу. Запрыгивай. О, мы ж прыгать можем. Но не так-то и нам это и полезно, я так понимаю. Мне просто стрёмно, не обращайте сильно внимания. Что тут делает такси? Зеленоглазые такси. Вот они мы, вот они мы, вот они мы. Бежишь теперь, дура! Чё ты там мне хочешь сказать? An evidential note on my... I'm only few days late on my payment. They must have changed... Твою мать! Я сейчас закрою игру. В смысле, ты дура тупая, какого хрена? Как ты? Типа, я ж всего лишь на пару минуток просрочила платеж, они поменялись теперь замки, мне нужно отсюда сваливать, она говорит. Короче. Все, теперь у нашей героини нету дома. Как прикольно. О, катсцена. Нет, не катсцена, сохранение. Сейчас за мной будет бежать ублюдок, да? Не хочу, мне не нравится эта игра. Ой, еще один жмыр. Что это? Оба, берешь. А потрошки! Мать, давай. В смысле? Млипупус, привет! И замки за пару минут сменил, что там за слезой с быстрыми руками. Видимо, какой-то очень талантливый человек. Невероятно талантливый. О, вот где все Леоны Кеннеди лежат. Добрый вечер всем, привет, рада видеть. Так, мне очень срочно нужны пульки. Пупульки. Пупульки. Я не вижу пули. Я не хочу умирать. Извините меня, пожалуйста. У меня вообще-то сын. Билли. Будем надеяться, что его не убили. Опа. Так, есть 8. А у меня же стояла вот тут шняга. Так, крowbar. Нах. Ребят, мне срочно нужна моральная поддержка. Самые добрые слова, которые вы только можете знать. Быстро говорите мне их сюда, иначе я вас застрелю. У меня как бы 8 патронов. Garbage day. Ха-ха. Правда, мусорный день. И мусора все лежат. У тебя сына били? Папа Билли бил, возможно. Я не знаю. У меня же как бы сына отобрали. По какой-то причине. Главная героиня не знает, почему у нее сына отобрали. Теперь крowbar! Нет, не крowbar, рано. Извините. Лох. Псих.
Псих? Псих? Ай! Больно? Котенок вроде доброе слово. Спасибо. Сейчас, чтобы подстать быть твоим словам. Сейчас. Ушко. Одно. Больше не надо. А в голову не регает? Я не знаю, сейчас попробуем. Хотя мне кажется, что в такой игре вряд ли они будут это самое сильно запариваться насчет хедшотов, не хедшотов. Ну, будем надеяться. Но если что, у меня эйм говно. Сразу говорю. Я очень сильно люблю игры Resident Evil. Вся фигня. Но эйм у меня параша. Все, ё-моё! У меня первый раз куда-то непонятно исчезли эти потрошки. Все, спасибо огромное. Возможно, мы сейчас шустро с ним разберемся тогда. А где еще? А где еще? Как его убить, если он с 2 ударов убивает? Я не знаю, но судя по всему, нам нужно как можно больше патронов найти. Сейчас у меня есть 8 патрончиков. Это где-то половинку ему сносит. Топорище. Ублюдище. Garbage day. Garbage day. Блин, а все, нет патронов, только 8 они мне дают, типа, и все. Только 8? Там коробка была. Сейчас. Я проглядела, значит. Ищу внимательно, смотрю в 3 глаза. Пожалуйста. Ты топор на другой лавке. А, все, спасибо большое. Я не заметила. Все, 16. Должно хватить, чтобы этого ублюдка обстрелять. Что за зеленая шняшка? А, зеленым, скорее всего, показывают это оружие, которое можно подобрать. Ой, влезла. Все, чау. Пик кробар. Сейчас. Опа! Точно! Точно можешь присесть! Че, лох поганый, все. Чао, какао, тупица. Чао, какао! Чао, какао! Чао! Я уже и забыл, я тоже, если честно. Сейчас в жопу тебя. Ты убила Санту. Аж голос сел. Счастливого Рождества! У девушки спина не разгинает. Ну, старик. Я воспользовалась его слабостями. Если честно, мне даже понравилась эта игра. Я уже хотела ее дропнуть на моменте с этим, с метро. Потому что я усыкалась вообще очень сильно со страху. А мне очень понравилось. Ой, опять, ой-ой-ой. У меня просто щеки уже прихватывает от того, как много я улыбаюсь. Кто сделал эту игру? Очень крутой человек. Мне реально понравилось. Реально прикольная штучка. Реально прикольная дрючка. Сейчас я вот сюда вот перемещусь, с вами чуть-чуть поболтаем еще перед тем, как я пойду спадки. Потому что как бы, уже поздно мне. Мне надо бы спать. Да? Сейчас я музыку включу какую-нибудь. Ну, какую? Которая была в начале стрима. Другая, не знаю, прогрузится у меня или нет. Или не особо. Тебе подкинуть еще мемных индюшек? Давай, накидай. Я, наверное, поиграю как-нибудь в следующий раз. Потому что сейчас уже у меня очень поздно. Но я обязательно буду проходить еще игры с Ича. Я очень сильно люблю игры независимых разработчиков. Мне кажется, они очень крутыми. Ну и забавными в своем роде. Мне очень, например, понравилось. Я играла в игру, которая называется там Ринг Академия. Академия колечек. Такая хрень вообще, но я обсиралась со страху, если честно. Но мне понравилась она очень сильно. У меня также, я в начале стрима говорила, еще раз напоминаю, у меня есть сейчас скачанная игра, которая называется Madvent. Возможно, мы поиграем в нее в следующий раз. Это сборник из 25 игр от разных разработчиков, тоже с новогодней тематикой. Постараюсь, не знаю, там завтра, послезавтра обязательно должны мы с вами поиграть в эту игру. Мне очень интересно посмотреть, что там наворотили люди. Garbage Takeout Day и Behind You. Я сейчас себе отдельно закину в этот самый. Спасибо большое. Я себе закину. Да блин, я случайно твой ник скопировала.
Я себе закину в Телеграм, в избранное, чтобы не потерять. Что я могу это сделать. Все, написала себе, чтоб не забыть. Там мемный котик, который... Если не такой, то мне не надо. И мое видео от оттуда. Сейчас, погоди, вспоминаю игру про собаку этих разработчиков, мое видео. Вот там есть танцующая какая-то длинная собака от этих разработчиков, от разработчиков Ринка Академии. И просто про собачку, где нужно, короче, это самое, кидать тарелочку собачки. А еще от этих разработчиков есть игра, где нужно в коробку кидать сыр. Короче, офигенные разработчики нашли свою нишу. Там мемный котик, ну почти не... Так, какой тогда еще может быть котик мемный? Кстати, вот раньше же было очень много мемов с котом, я сейчас вообще не помню. Это мем с котиком, который играет на синтезаторе. Мы сейчас будем играть в угадайку. Есть еще отдельная, которую тоже могу порекомендовать. Давай. Я должна буду поиграть, если что, в такие всякие прикольные индюшки. Ну, потому что инди-игры реально нужно поддерживать. Они такие прикольные, самобытные. Она заточена на челленджи и перепрохождение. У меня сгорит жопа. Ну давай. Хотя бы посмотрю, как выглядит. Если зайдет, то думаю, поиграю. Но я обычно не особо терпеливая, если честно. Я, скорее всего, просто рейдж-квитну. Кстати, еще погромче сделаю музяку. Это вот новогоднюю. Я скину себе один мем с козиком в ТГ, посмотри. Окей, сейчас чекну. Пам-пам-пам. Пам-пам-пам. Да, я тебе там не ответила на твои сообщения, извини. Оф. Я сейчас себе его сохраню, покажу вам, что мне там скинул хлебче. Five Nights at Delivery Point от нашего разраба. Блин, это пародия типа на Five Nights at Freddy's. Обязательно тогда должна пройти. Вы, кстати, смотрели фильмы Five Nights at Freddy's? Потому что я не смотрела ни первый, ни второй фильм, если быть честной и откровенной. Я могла посмотреть первый фильм в кинотеатре. Мы даже с подругой собирались. Я уже даже была одета, кстати. Собиралась тоже поехать смотреть фильм. Но я вылила на себя в тот день суп на свою одежду. Очень сильно расстроилась, и я не поехала никуда со своей подругой. Поэтому я до сих пор не видела FNAF фильм. Первый смотрел. Говорят, вторая параша полная. Но если честно, судя по тому, что я вообще видела, я, если что, сохранила Five Nights at Delivery Point. Как это называется? Мне вообще кажется, что по концепции фильмы по FNAF довольно, парашная шняга. Потому что, она очень странно пытается как-то целевую аудиторию, наверное, привлечь. Да и первый такой себе. Я абсолютно уверена, что все эти фильмы полное днище, потому что они очень мало заточены на самих аниматроников и больше на какой-то свой сторонний сюжет. А это как бы кому не насрать на какую-нибудь там Кейси, Джейси, там, Айси, Дарси, Сторми, кому не насрать на этих людей. Все пришли ради аниматроников. Я просто обзор сегодня посмотрела на вторую часть ФНАФа, и там чел сказал, что у той аниматроников суммарно хронометраж чисто 1 минута. И все, они больше никак в сюжете не участвовали. Была какая-то Ванесса, и все. Кстати, да, я же хотела мемчик показать, который мне хлеб скинул. Сейчас. Где у меня тут? У меня есть отдельная папка для стримов, куда я всякие штучки прикольные закидываю. Пам-пам-пам. Вот это. Офаки-каки. Вот так вот это читается. Офаки-каки. Так? Прикольный котяра вообще. Я просто еще с сестрой это обсуждала. Мне кажется, что FNAF фильмы идеально было бы сделать просто, как бы так сейчас правильно выразиться. По канону игры, не знаю. Просто в офисе, типа, чтобы все это происходило от лица этого самого охранника. Все. Например, в первой части на кухне, например, на кухне камеры не работают, да, потому что там, типа, трупешники вроде складировали. И, значит, скорее всего, дверь там была бы закрыта. Там охранник фильмы бы смотрел, там, в округе там прохаживался, все такое, такой, дергает ручку, кухня закрыта, что за хрень, какая-то вот загадка. Чеховское ружье мы повесили, да?
все, можно там теперь свои пугашки устраивать и параллельно раскрывать вот эту историю фиолетового человека и детей, порубленных на части и засунутых в Фредди, да. Ну, то есть, столько всего можно было сделать, но нет, мы какую-то хрень придумываем с отдельными персонажами. И с марионеткой, которая залазит кому-то в жопу и начинает ими управлять. Ну, кому это надо? Я еще люблю котика Ригби, знаешь такого? Нет. Я знаю только Мордекая и Ригби из обычного мультика. Дюд! Вот эти вот. Ага, создатели фильма, кстати, кичились, что они переизобрели сюжет. Ой, фу, блин. Вот эти вот кичицы, что они переизобрели сюжет ФНАФа, ме-ме-ме, бе-бе-бе. Да как будто бы, знаете, уже насрать. После 4-й части сюжет полез в какие-то непонятные дебри. С вот этим вот ремнантом, не ремнантом, с рождением Спрингтрапа из зубов. Ну, какая-нибудь такая ерунда. ФНАФ уже давным-давно все из себя, ну, растерял. Так что, не знаю, если ты перерабатываешь говно, ну, я не знаю, ты вряд ли сделаешь из него кока-колу вкусную. Или что-нибудь такое. Причем переработали тоже парашно. В инсте подписан, там есть еще второй, кстати, черный тоже забавный, популярный. Я что, единственная не шарящая? Ты не скидываешь, надеюсь, кстати, крепче? Сейчас. Я не знала, что его зовут Ригби. Я не знала, что его зовут Ригби. Прикольный котер. I'm Rigby Cat. Да-да-да-да-да. Мне сейчас еще скинул хлеб. Я посмотрела, да, это значит знаю. С вот этим вот его высунутым языком. Блин, а еще котик есть. Гамбус. Вы знаете котика Гамбуса? Кошечку, вернее, она кошечка. Это моя любимая киса вообще. Я обожаю кошечку Гамбуса. Она такая угарная. Я не знаю, она очень молодая кошечка, но у нее почему-то нет зубов, и у нее очень бестолковое лицо. И мне она очень нравится. Видели? Все, я сейчас напишу, как ее зовут. Гамбус. Я знаю кошечку Биг Бупс. Я не знаю кошечку Биг Бупс. Что это значит? Там у кисы огромные сисюльки. 6 огромных сисюлек? Блин, прикиньте, так реально кошку назвать, типа Биг Бупс. Блин, все, я так назову. Я вообще, кстати, хотела себе лысую кошку назвать ее Луи Виттон. Если честно. Я просто видела мем какой-то. Знаете, вот депрессивные подростки берут всякие вырезки из манг и туда добавляют всякие надписи, типа «Я манипулятор, кукловод», там, типа, или «Меня никто не понимает», или «Я не знаю, что такое мыло», ну, короче, что-то в этом роде, да? Я видела такие пародийные шняги, где девочка пишет, типа «Блин, так тяжело быть богатой, это просто невыносимо». И там, типа, анимешная девочка держит кошку в руках и такая, типа «Прости меня, Луи Виттон, я должна умереть». И мне так с этого угарно до сих пор. У меня до сих пор в башке просто вот это имя для кошки Луи Виттон сидит, и я хочу его так назвать, лысую кошку. Ой, трындец, аж дыхание опять сперло. Водички хлебну. Тоже не забывайте пить водичку, водный баланс, баланс водяновый, там фиг знает, это очень важно. Угу. Старость не радость, есть такое. Это если что, инсульт. Я так изображаю. Скоро у меня, короче, одна половина лица начнет сползать. Там, я не знаю, какие еще признаки есть. Я не смогу поднять руки. Я не смогу сказать, сколько пальцев вы мне показываете. Если что, обязательно смотрите эти самые признаки инсульта. Обязательно пригодится. Сможете хотя бы кого-нибудь спасти. Вот, я-то знаю. Не то чтобы у меня есть опыт с людьми с инсультом, но просто мама мне скидывала такая, типа, чтоб ты знала. Ну и я теперь знаю. Все выучила, что могла. Одна сторона лица станет синей. Ну, только если ты упадешь и ударишься очень сильно, она посинеет, потому что, ну, типа, синяк. Когда била деда, а потом у самой прихватила. Ну да, такая мгновенная карма. Наверное, карма. Блин, если честно, сейчас такой, знаешь, человек, только к одному человеку-то обращаюсь, ко всем надо, знаете? Я бы даже сейчас переиграла в этот Слейболс. Ой, Слейболс, ё-моё! Слейболс, это я вам буду устраивать, если будете меня злить.
Мне просто... Свой был, реально. Мне просто очень сильно понравилась эта игра, я даже не знаю почему. Ой, аж голова заболела. Это, знаете, у меня сейчас прихватывает дыхание, начинает болеть голова, это значит, что мне очень сильно нужно спать. А я не хочу вырубать стрим, мне нравится общаться с вами. Ой, все, дайте успокоюсь, секундочку, дайте. Развеселилась на ночь глядя, смотрите на нее, какая ягоза. Ой, боже мой. Вы готовы к Новому году, ребят? У меня, в принципе, все украшено, все готово. Надо бы вам еще в телегу скинуть этот самый елочку, обязательно показать. Ё-моё. Что-то я все время хочу, да забываю. Я Ли скидывала, помню, а вам... Нет, не готовы? А чё? Надо! Надо, ребят! Ты будешь готов! Только снег выпал, я завидую. У меня снег еще в середине этого самого ноября выпал, тварь. Я ненавижу снег. Я не люблю зиму. Я не люблю это все. Поэтому я очень сильно завидую, блин, людям, у которых нет снега. Слава богу, я еще на льду ни разу не подскользнулась. У меня близка каждый раз к этому. Пить купила еще в том году. Это получается... Я надеюсь, что ты купил вино. И поставил его куда-нибудь в погреб. И через год его выпьешь, и оно станет еще приятнее на вкус. Или там, не знаю, еще алкогольнее. Я не знаю, а как вино вообще меняется? Говорят, что чем дольше настаивается вино, тем оно вкуснее, или тем оно лучше. А чем оно лучше становится? Типа оно по вкусу становится лучше, или от него торкает сильно? Дедушкина настойка. Ну да. У меня, блин, нельзя сейчас алкоголь пить вообще. Ой. Что-то мне показалось, что я какой-то комментарий пропустила. Наверное, да. Зато снег выпал ночью. У тебя снег выпал ночью, Хлебчик? Ну, все, трындец. Ненавижу снег! А я с горячим чаем мешаю обычно быстрее торкает, да? Блин, я, если честно, у меня не такой богатый опыт питья алкоголя, поэтому я не могу ничего посоветовать. Но правда, от чая сильнее торкает. Потому что мне кажется, вот по моим ощущениям, я пила, наверное, за свою жизнь, ну, раза 4. Я один раз в Зюзю. А так я обычно, если что, очень... Как это называется? Аристократично выпиваю, вот. Я вообще не пью алкоголь, и не надо, оно того не стоит. И я тоже сейчас не пью вообще. И не планирую, мне нельзя. Вот, и мне кажется, что я такой человек, которого очень шустро торкает. Не знаю почему. То есть я обычно пью, сижу такая, ну норм, встаю, все, гудбай. Откисайла. Начинается. Жду, когда перейду к друзьям, и они меня сопьют. У меня так подруга начала пить. Она, знаете, была из разряда тех людей, которые, типа, пьют сок и такие, типа, ой, я пьяная, не-не-не, я не буду пива. Вот такой вот. Она такая вот была. Теперь она живет одна в другом городе. И все. А теперь она пьет постоянно. Ну ладно, не постоянно, но пьянки устраивает. На голодный желудок особенно. Это да, этот мы такой лайфхак знаем. Просто самый первый раз я напилась, когда мне было 15 лет. Я с подружками пошла, короче, пить 8-градусное какое-то дешевое пиво, которое нам купил какой-то дядя по доброте душевной. Мы пили на детской площадке, а потом меня под руки девочки уводили домой. И причем я еще хотела заранее сообщить родителям, что я пьяная. Я хотела сообщить заранее, что я пьяная, и я каждый раз им звонила по телефону, сказать, типа, я домой иду, если что, я пьяная. И я в моменте, когда с ними разговаривала, я прям чувствовала, что я трезвела. Типа, мне родители отвечают, и я такая, все, я трезвенница. И типа, я думала, что я сейчас приду домой и тоже отрезвею, трындец. Но не случилось. Причем еще, кстати, я же, ну, такая девочка честная. Я, когда пошла в первый раз бухать, я просто, ну, звоню родителям, говорю, типа, я пошла гулять, буду пьяная. А они подумали, что это шутка. Они подумали, что я пошутила, и такие, типа, ну давай, пей, бухай. А я реально домой бухая вернулась. Меня заставили, кстати, в пьяном виде омлет готовить себе. Не знаю, что это было за наказание, не наказание или что.
Но потом на утро мне сообщили, типа, дочурка моя родная, ты не забывай, что у тебя в семье дохрена алкоголиков, и ты в зависимость можешь впасть вот так на раз-два. И я такая, точняк. И все, и больше не пила с подругами, но с мамой я пила. Ну, мы такие девочки. Так. Помню, с 3 бутылочек гаража унесло 7%. Ну, 7% это, конечно, ни хрена себе. Так еще из 3 бутылок, ну, конечно, ё-моё. Это уже сколько процентов получается? 7 плюс 7 плюс 7. 21. Так оно работает. Мне Лавр кучу вкусного алкоголя показала, и теперь очень хочется попробовать. Блин, ну даже не знаю, есть ли какой-то вкусный прям алкоголь. Я помню, я один раз армянское вино попробовала, мне понравилось. Армяне знают толк. Мне недавно сироп от Баринов кленовый посоветовали, сказали, тоже можно разбавлять. Вы в бухарики еще и добавляете всякие сиропы от кашля? Или это не от кашля? И потому что я просто знаю, что некоторые приколисты есть такие, которые, типа, сироп от кашля вместе с курицей, типа, тушат. Я не знаю. Разные люди бывают, люди странные. Так его и в кофе, и в чай. О, боже мой, Господь Бог, меня выручай. Что еще вы делаете-то? Не пугайте меня так сильно. Слишком до хрена вы всего знаете, молодой человек. Жесть. Может, еще посоветуете, как легально можно торкнуться вместо наркотиков, я не знаю. Потому что я могу посоветовать. Ну, по крайней мере, я знаю прикол, типа, с мускатным орехом. Не пробовала, не знаю, не советую, осуждаю, понятное дело, но я просто знаю, что такой прикол есть. Моя любимая вавилонская девственница об этом рассказывала. Вы знаете вавилонскую девственницу? Если вы не знаете вавилонскую девственницу, быстро отписались от моего канала, забыли, как меня зовут и мое имя, и вообще, фу, быть такими. У нее как бы шоу на пятнице есть. Ага, очень крутое, называется «Белая Амазонка». Я готова, блин, рекламить ее везде и всегда. Мне все равно, что у меня 24 фолловера, и я всего лишь чиби-ютуберша. Вавилонскую девственницу должны знать всем. Я тебе скину одно интересное крафтовое пиво. Что за крафтовое пиво? А, блин, Big Boobs мне скинул. Котика. Погоди, это... Погоди, сейчас, секундочку, я даже покажу сейчас в чату. А это хрень... Тебе Амазонка. А, это звучит очень мило, кстати. Тебе Амазонка, мне нравится. Это типа... Пивко со вкусом рыбы. Пивко со вкусом язя! Рыба моей мечты! А! Блин. Ты мою шутку уничтожил. Так, смус, саур, стробери, ага. Пир, блюбери, банан. Что там так хрена там все? Киви, банана. Это эль. Голавль, уклейка, чохань. Или чернь саны. Прикольно. Ну, выглядит забавно. Хватает проблем с сердцем, один раз прихватит такие качели адреналиновые, потом... Ой, да. Из-за вот этого вот Баринофа или из-за пивка. На пивко лучше не налегать. Только, знаете, так аристократично, культурненько и по праздникам надо пить. Не надо скатываться в алкоголизм. Птенец, молодец, смотрю на тебя, прям тебе в душу. Вот этот взгляд адресован тебе. Слишком много нельзя. Печени будет капзда. Так что все, не надо тут это налегать на всякие приколы. Я вообще очень сильно жду Новый год. Не знаю, кстати, почему. У меня нет как такового новогоднего настроения, но почему-то все равно очень хочется Новый год. Я почему-то, знаете, наверное, мне хочется Новый год, потому что я понимаю, что в следующем году я смогу полноценно дебютировать. По крайней мере, я постараюсь. То есть я когда думаю про 2026 год, я сразу думаю о том, что типа, о, в этом году я дебютирую, и мне так хорошо становится. Я вообще с таким этим самым вожделением, не знаю, жду, когда я смогу дебютировать. Я бросил работаю. О, молодцом! Молодцом! Реально теперь птенец молодец, оправдываешь свое имя. Молодец, горжусь. Мизинчики оттопырить не забываем. Вот именно. Когда хлестаешь баварское пиво из вот этой вот огромной немецкой, блин, байди огромной, знаете, вот эти вот огромные стаканы, обязательно нужно пальчик оттопыривать. Когда дебют? В следующем году. Не, правда, дел еще очень много, и я не особо все это успеваю делать. У меня сейчас, скажем так, последний рывок перед долгим отдыхом, скажем так.
И я надеюсь, что я смогу нарисовать все оставшиеся штуки. В идеале, конечно, хотелось бы это все передать в руки других людей, но нет денег. Такие вот дела. Поэтому все сейчас самостоятельно нужно делать, а у меня не получается. Бывает. А конкретно, конкретно, а то вдруг командировка. Блин, короче, смотри. Я сейчас нацелилась на март. Я хотела в ноябре дебютировать, но, к сожалению, я вообще ничего не успела. Так что теперь я буду стараться дебютировать где-то в марте. В идеале в начале марта. Вот. Потому что мне уже самой очень сильно хочется. Столько всего крутого подготовлено было. Столько классных девочек и людей в целом. Блин, так говорю. Девочек и людей. Но в основном я с девушками, да, работала. Короче, девочки мне кучу всего прикольного наделали. За мои денежки, конечно. Столько всего классного, так все это хочется показать. Моделька же у меня классная тоже. Тоже показать хочу! Так что в следующем году буду вот изо всех сил стараться, чтобы это все исполнить. А вы будете ждать? А вы будете рекламировать этот весь дебют? А вы набьете себе татуировку с анонсом моего дебюта? Вот что-нибудь такое, знаете, сделаете. Потому что было бы, ну, я была бы очень признательна. Это, знаете, такой базовый минимум, который вы должны выполнить. Ладно, все. Я уже начинаю выдыхаться, и я уже, знаете, я так долго и много улыбалась, у меня, правда, у меня судороги. У меня судороги, короче, я чувствую на щеках. Это ужас. Первый раз такое чувствую. С нетерпением, я очень рада. Сколько предложишь за татуировку? 50 рубликов пойдет. Потом же не отмоешься. А что? А что? Деньги не пахнут. Может, я реально готова буду приплатить за то, чтобы вы сделали татуировку на своем лице с анонсом моего дебюта. Зато никогда не забудете. Я еще, кстати, думаю, знаете, что сделать такое интересное, забавное на дебют? Может быть, не сделать эти самые какие-то билеты долгосрочные на дебют. Сейчас попробую объяснить свою идею. Типа я нарисую какой-нибудь билетик, который можно будет обменять на что-нибудь прикольное на годовщину дебюта. Что-нибудь такое. Или там, не знаю, можно будет в чем-то поучаствовать. И это будет только для тех людей, которые успели сохранить вот этот вот билетик во время моего дебюта. Я просто думаю, у меня всякие идеи приходят в голову. Лотерея типа того. Но, наверное, что-то более прикольное. У меня еще есть время подумать, как бы я еще даже не дебютировала, и у меня даже еще годовщина не скоро с дебюта. Вообще не скоро. Скажем так, дата плавает. Поэтому есть еще время насчет этого всего поразмышлять. Но я просто уже придумываю всякие идеи для дебюта, всякие интересные. Потому что хочется что-то такое вау. Как-то ворваться хочется. Чтобы люди меня там заметили. И писали, что я прикольная, классная. И что меня все любят. Ну, правда, иногда такое очень надо. Я думаю, всем людям надо, которые... Ну, подобные слова нужны. Тем людям, которые на публику себя демонстрируют. И я одна из них. Такая вот я тварь. Ну ладно, давайте будем закругляться, а то мы уже почти 3 часа. Почти 3 часа сидим, придется. Нифига себе. Или 5 минут подождать, то прям 3 часа было. Спасибо за стрим, все, меня уже провожают. Значит, никаких дополнительных 5 минут. Спасибо, что пришли! Спасибо, что пришли. Я была очень рада вас всех увидеть. Я надеюсь, вам понравилось. Давай ровно 3 часа. А птенец молодец, уже все. Уже благодарит меня за стрим. Он уже все. Уже пора прощаться, значит. Ну ладно, ладно. Сейчас еще с вами посидим, потупим. Поиграем с вами в гляделки тогда. Поиграем с вами в гляделки. Ну ладно. Так что, ну ладно, или оставить? Или остаться? Ладно, ладно, вот уж, блин, какие. Спасибо огромное, что пришли еще разок. Была очень рада вас увидеть. Я надеюсь, вам было весело, потому что мне трындец было весело. Моя самая любимая игра это 100% Slay Bells. Она мне очень понравилась. Свободу птенцу, свободу попугаю. Не будем тебя задерживать, правда, уже, блин, час ночи почти.
спать надо, да-да-да. Давно спать пора, уснул бычок, лев в коробочку и сдох, как там говорится в стихотворении Агнии Барто, я не помню. Я, кстати, в детстве думала, что Агния Барто это мужчина, не знаю почему. Когда я узнала, что Агния Барто это женщина, я была в шоках. До следующего раза, да, я постараюсь сильно не задерживаться, а то я на прошлой неделе не стримила, дела были там, понимаете, ну я типа женщина занятая, такая, все приколы. Вот, это женщина, Агния Барто, я уж хотела спросить, где? Быть не может. Не, ну если честно, я правда в детстве думала, что Агния Барто это мужчина. Я почему-то не додумалась, что Агния это типа, ну, женское имя, не знаю почему. Возможно, это просто мой детский сексистский мозг был, который был уверен в том, что женщина, ну, типа, ну, она не может быть поэтом. Ну, женщина не может быть поэтом, типа, камон, женщина слишком бестолковая. Ну, наверное, вот такая хрень была в моей голове. Но когда я выяснила, что Агния Барто это женщина, конечно, был хер. Ну вот, все, задерживаюсь слишком сильно. Надо принять этот факт, да, надо признать тот факт, что женщины тоже бывают очень талантливыми, очень красивыми. И женщины, они строят человечество, и женщины безумно крутые. И вообще нужно признать тот факт, что женщины классные, и нам нужен матриархат. Быстро согласились, что нам нужен матриархат. Мы начали стрим с того, что нам нужен матриархат. Мы должны закончить стрим тем, что нам нужен матриархат. Давайте. Матриархат, матриархат, матриархат. Ну, скандируйте. Матриархат! Да? Ну да. Быстро! Это не политика. Это... адекватность. Наверное. О, сейчас мы уже почти добьем, кстати, 3 часа. Вы, получается, меня и проводили, и 3 часа мы почти... Да, вот как раз-таки ты прав, Хлеб. Почти добили 3 часа. Ладно, все, хватит. Пора спадки, все. Спасибо огромное, что пришли. Была очень рада вас увидеть. Спасибо вам за все. Спасибо за то, что посидели со мной, даже со мной поиграли. За то, что посоветовали мне игру. Игры даже. Млибупус, я на тебя смотрю. Спасибо огромное за рекомендации. Обязательно когда-нибудь поиграю, когда еще будем устраивать такие, скажем так, посиделки с хоррорами. А такие штучки обязательно еще будут. Я как бы хоррор люблю очень сильно. Поэтому буду с нетерпением вас ждать в следующий раз. Обязательно подписывайтесь на Телеграмму, чтобы... На Телеграмму? На Телеграм-канал, чтобы следить за новостями. Там сразу, если что, приходит уведомление о начале стрима, так что точно не промахнетесь. Буду очень рада вас всех там увидеть. Теперь все, точно. Пока-пока-пока-пока-пока. Пока. Ну пока, ёптить. Ладно, было слишком грубо. Пока. Пока. Муа-муа-муа-муа-муа.